У нас сегодня очень интересная тема, много актуальных моментов будет проговорено. Тема психологические причины лишнего веса. Вообще все, что мешает нам быть в теле мечты, да, особенно когда вроде бы все делаешь, вроде бы правильно питаешься, вроде бы занимаешься спортом, все нормально, но все равно тело и внешний вид м, не удовлетворяют, да, по каким-то причинам. И мы будем разбирать это сегодня, естественно, не с точки зрения, что вы там, пожалуйста, сократите жиры или углеводы, или не ешьте там после 6, или вот эта вот вся чушь, да, вот не про это, а про то, что именно в нашей психике, в нашей голове влияет на нашу красоту, молодость, здоровье и вообще шикарное состояние, наличие энергии в том числе. Вот, я хочу представить вам Кристину. Кристина, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, потому что у тебя очень интересный бэкграунд в этой теме в том числе, и вообще очень богатый опыт. Да, спасибо большое за то, что пригласила. Меня зовут Кристина Позднякова. Я коуч, психолог, расстановщик, дважды мама, 12 лет вместе с мужем в отношениях. И в целом то, в чем я помогаю людям, это как раз выстроить здоровые отношения и с собой, и с другими людьми, и с телом, и с деньгами, со всем тем, что нам здесь нужно для того, чтобы быть целостными, счастливыми женщинами, мужчинами. У меня был опыт последние 3 года жизни в Азии. Мы только вернулись вот прям 2 дня назад в Москву. Сейчас такой интересный тоже период адаптации, интеграции снова в среду в Москве. И на самом деле много того, что тело сейчас как раз-таки помогает встроить. И тема, связанная с лишним весом, она не только такая супер актуальная, потому что ее много в пространстве, многим людям это важно, но и потому что я сама тот человек, который этой темой постоянно там занимается. Есть, знаете, такие ведьмы, которые вот могут все есть и не толстеть, да, и вот это не я. Я тот человек, который как раз-таки, если ест что-то там лишнее, да, я очень быстро могу набрать вес, и, собственно, это случилось в том числе недавно в Азии, и в этом году с января я сбросила 11 килограмм веса за 2 месяца, разобравшись как раз-таки в первую очередь с психологическими причинами, и потом уже сделав какие-то действия с точки зрения питания и активности. Поэтому мне сегодня очень хочется поделиться этой темой, она такая свежая, резонансная, и помочь тем, кому тоже очень важно иметь здоровое, подтянутое, энергичное тело, кайфовать от себя, увидеть, а в чем может быть та самая причина, которая сейчас не видна, потому что вы делаете какие-то действия, но они, например, не срабатывают, и тогда есть что-то, что прямо сейчас мешает вам быть в той точке желаемой, где вы хотите. Я думаю, что сегодняшний эфир, он точно вам даст понимание, что это может быть за причина, и дальше, когда вы уже это видите, вы сможете с этим разобраться. Да, потому что я вот очень хочу подчеркнуть, что, ну, вы знаете меня, мой канал здесь вообще в целом не про какие-то очень сухие факты, да, и просто я и на своем опыте, на опыте многих своих там и друзей, и клиентов многократно увидела вот все, что касается тела, что ты можешь сколько угодно соблюдать диету, самую лучшую диету, ты можешь сколько угодно пить БАДов, самых лучших, самых дорогих, проверенных от самого лучшего нутрициолога или там даже эндокринолога, гинеколога и так далее, и ничего не работает. Или то же самое, упахиваться там в зале, или да, давайте так, не упахиваться, а корректно делать всю программу тренировок с отдыхом, со всем. То есть все идеально, все делается, но нет результата. Вот я и на себе прошла это огромное количество раз, и очень много друзей, кто проходит такой же путь, поэтому, ну, это прям, это видно, что все начинается у нас с головы, все, что касается тела и такой вещи, которую мы разбираем сегодня, это похудение, красота, да, сухое тело, подтянутое тело, только голова. Поэтому все основные причины сегодня разберем. Поехали с первой, как ты считаешь? Да, давай начнем. Я думаю, что их на самом деле будет сегодня много достаточно, может быть, 10-15. Будем вместе с вами считать. Вы нам тоже, если что, помогаете. И если вы будете где-то чувствовать, что у вас прям какая-то тема, какая-то причина, которую мы разбираем, вызывает резонанс, вы обязательно делитесь в комментариях и, в принципе, себе фиксируйте, потому что это уже такой первый шаг понять, а что же на самом деле меня сейчас тормозит и почему я там не могу сейчас сбросить то, что я хочу. Вот. И если мы начнем с первой, такой самой, наверное, частой, да, причины, я думаю, что это будет защита, это когда вес как броня, да? Лишний вес, он несет какую-то защитную функцию от чего-либо, от других людей, от внешнего мира, от своих чувств, от того, что мы там сейчас не можем выдержать. И тогда этот вес, он
да, по сути, такой физически становится таким барьером, через который что-то не проходит там, или изнутри наружу, или снаружи внутрь нашего внутреннего мира. И это часто, на самом деле, бывает, когда женщина по какой-то причине не хочет, может быть, не знаю, какого-то внешнего внимания от мужчины, может быть, она переживала какой-то опыт неприятный, сексуальный, домогательство или еще чего-то, и ей небезопасно коммуницировать с другими мужчинами, да, с людьми. И таким образом вес становится такой функцией защитной, что я защищаюсь от того, чтобы не привлекать к себе какое-то излишнее внимание. Вот насколько ты эту тему часто вообще встречаешь в своем пространстве у женщин, у тех, с кем ты общаешься? Дорогая, я тебе больше скажу, я не то, что встречаю таких женщин, это мой путь, естественно, но я здесь хочу прям остановиться чуть побольше и сказать, что вот ты затронула, да, тему того, что опасность, да, какая-то вот в мужчинах. И у многих сразу сталкивается, ну, такая ассоциация возникает, какое-то насилие там и так далее. Но я хочу здесь объяснить, что это вообще не обязательно про какую-то жуть-жуть. Это может быть абсолютно классический вариант, который просто у 98% населения, да, что просто холодный отец был, например, или просто не было контакта с папой, и, соответственно, в психике выстраивается сразу, что это что-то вообще вот эти мужчины, так же, как и папа в целом, что-то непонятное, что-то опасное. Если вдруг еще там где-то папа накричал или что-то как-то, вот оно уже сформировалось. То есть я к тому, что не выстраивать здесь, что, ой, ну, потому что часто, когда тоже, конечно же, ко мне приходят такие же, как и я, тот же путь, который я проходила. И когда я начинаю о чем-то таком говорить, мне сразу говорят, да ничего у меня не было, никакого там насилия, меня никто не насиловал, все у меня хорошо, там и нормально. Ну да, в разводе родители, ну и что? Ну да, видела папу там раз в месяц, ну и что? Ну, то есть вот я хочу на эту тему сделать акцент, что это не какой-то ужас, что вот там мы чувствуем, что эти мужчины опасные, потому что нас там чуть не убили в детстве. Нет, ну хотя и такие ситуации тоже у кого-то есть. Но даже если что-то менее жесткое было, все равно может психика воспринимать, вот как и было у меня, что это как-то все очень, очень странно, очень непонятно, очень вот не чувствуется вот именно безопасности. То есть не то, что прям там какая-то дикая опасность и аларм, но безопасности, да, что я чувствую себя комфортно и расслабленно, тоже нет. И вот тоже по своему опыту, что еще такое было у меня, что повлияло, на что я не обращала внимания, пока я не пришла в терапию, это какие-то взгляды, когда мне было там 12-14 лет, какие-то, я не знаю, свисты в догонку, да, там какие-то комментарии насчет моей внешности вроде бы положительные, но с очень четким посылом, да, вот этой вот сексуальной энергии, которые я в тот момент даже как-то и не понимала, что там, как это происходит, но моя структура, да, заблокировалась, то есть, ой, на меня вот эта вот сейчас энергия прилетает, что я там кому-то понравилась, какому-то взрослому мужику, а мне там 12-13 лет. И все, и у меня внутри максимально все сжалось, ну, то есть это я уже в терапии все отслеживала, находила. Ну, по сути, вот в таком, да, в таком случае тело, оно прячет как бы нас внутри через лишний вес, чтобы не чувствовать вот этой небезопасности от того, что на меня смотрит, что может быть непонятно, с каким намерением смотрит этот человек, это опасно, не опасно. Часто бывает, кстати, у замужних женщин именно такая первопричина, потому что как будто бы мы не хотим, чтобы какие-то сторонние мужчины на нас обращали излишнее внимание, чтобы с этим нужно было как-то разбираться вообще, да, и проще просто изолироваться от этого внимания, чтобы чувствовать себя безопасно в своих отношениях, в крепких отношениях, и просто не добавлять каких-то вопросов. И это вот я согласна с тобой, что это не обязательно только, да, там про какие-то прям жесткие истории, но это бывает даже, если просто вам, не знаю, говорили в детстве, там, не крутись, не надо вот выпячивать, не надо что-то показывать, а вдруг кто-то посмотрит, а вдруг там ты будешь идти вечером и темно уже, и ты в короткой юбке, это небезопасно. И вот эта вся, да, тема про тело, про сексуальность, про какую-то эстетику тела, она как будто бы становится небезопасной. Тело становится каким-то врагом, которое может привлечь опасность на женщину. Поэтому вес набирается и становится комфортно, не так заметно. И вот часто это бывает действительно еще и в крепких отношениях. Почему, да, вот есть такой эффект, что вроде бы, да, у меня была такая красотка, а в отношениях начинаю поправляться, потому что это такая функция защитная, защитить отношения, защитить себя от лишнего внимания мужчин, которым мы не хотим там привлекать, чтобы не разбираться с этими вопросами. Поэтому, да. То есть защита, грубо говоря, с одной стороны себя, может быть, да, что я защищаю себя от чего-то, что моя психика считает недостаточно безопасным.
И я защищаю как будто и других, да, тоже, то есть мою семью, там еще что-то. Мгм. Да-да-да, особенно вот в контексте отношений, да, там, или дети тоже, когда уже появляются. То есть я защищаю то, что для меня важно, через вес от какого-то внешнего фактора, который может там нанести какие-то вопросы, да, нам. И Мгм. еще, кстати, вот именно тема небезопасности и защиты, она как причина лишнего веса очень популярна у тех, кто эмигрировал. Потому что люди, которые мигрируют, оказываются в абсолютно новой, незнакомой среде. По сути, это небезопасность, да, мне все небезопасно, я ничего здесь не знаю. У меня новые продукты, у меня новые люди, у меня нет опоры, нет стабильности какой-то. И тогда я через вес начинаю делать себе опору и стабильность, по сути, заземляться, хотя бы что-то у меня будет стабильно. Это мой лишний вес, который вот везде со мной, куда бы я ни пошла, куда бы я ни поехала. Это супер частая тема именно у тех, кто переехал, и, собственно, это вот и моя причина, поскольку я 3 года сейчас жила в Азии, да, и как раз-таки там я набрала вес, как вот то, что я в себе откопала потом в своей личной терапии, как способ заземлиться, как способ дать себе безопасность, дать себе опору. И когда я смогла понять, что на самом деле, вот в чем причина, да, как она образовалась, я нашла первую причину, и я поняла, за счет чего, за счет других каких действий я могу себе дать безопасность, опоры выстроить, и что это не вес, да, мы должен давать, а что-то другое, вот тогда и вес потом пошел вниз очень быстро, и вот, собственно, это вот та история про, да, там, мои 11 килограмм, которые ушли, когда функция необходимая защиты уже перестала быть нужной через вес. Поэтому супер важно находить, вот что конкретно для вас это чувство небезопасности, если оно у вас есть, вызывает. Потому что когда вы перестроите новые действия и начнете это закрывать через что-то другое, необходимость это делать через вес пройдет, да, и вы сможете сбросить то, что вы хотите. Ну, то есть идет вот эта вторичная выгода, грубо говоря, да, веса. Да, да, вот на самом деле, по сути, у нас есть вот какая-то причина, да, это то, что вот мы сейчас разбираем на этом эфире, это основные причины лишнего веса. Но за каждой причиной еще стоит первопричина, вот она всегда индивидуальная. Это то, как у конкретного человека образовалась, я не знаю, это установка, это паттерн какого-то поведения, это проблема, что повлияло, какое событие, какое решение, какой сценарий у него прописан, как, я не знаю, базовое ПО, например, что, не знаю, большие люди, да, хорошие люди. И когда, по сути, терапия, она помогает найти и причину сначала увидеть, а потом дойти до первопричины, и, разобравшись с ней, уже полностью разобрать эту ситуацию. Вот сегодня мы сможем как раз-таки немного, да, посвятить с точки зрения причины, ее идентифицировать, а вот уже более глубокая работа, это, конечно, то, что уже делается там тет-а-тет. Мгм, мгм. Да, дорогие, поэтому пишите то, что если вам откликается какая-то конкретная тема, пишите вопросы, возможно, разберем поподробнее. И мне вот знаешь, какая мысль пришла еще, что это же также защита от того, чтобы не выпускать свои эмоции, получается, правильно? То есть, например, агрессия. Я Да, защищаю как будто бы других, да, я не выпускаю свою агрессию, я ее коплю в себе, да. защищая как будто бы тем самым других людей. Да, здесь я бы сказала, что это так пересекается с такой, наверное, причиной, как неумение проживать эмоции свои, выпускать их как раз-таки наружу, проживать, потом там как-то, да, это во что-то превращать другие действия, в коммуникацию с людьми. Когда мы не умеем это выпустить и корректно прожить здоровым образом, мы это держим в себе как в контейнере, да, защищая других людей, но на самом деле во многом защищая себя прежде всего, потому что мы боимся, что мы их выпустим, и нас посчитают плохими, нас перестанут любить, от нас откажутся, увидят, что мы не такие хорошие там мальчики и девочки, как это выглядит, что за этим есть какая-то, да, глубина и тьма, в которую мы не хотим смотреть. И поэтому, да, когда мы, с одной стороны, здесь вроде бы про защиту других людей, на самом деле это про защиту себя, потому что я не хочу испытывать эту боль, не хочу испытывать разочарование, не хочу испытывать чувство вины, ощущение своей нехорошести, поэтому да, я выбираю это держать внутри себя, как в контейнере, и от этого тоже набираю вес, потому что, ну, по сути, это, знаешь, как копилка, да, которая распухает и разбухает от непрожитых чувств, эмоций, невысказанных каких-то внутренних там своих чувств, фраз, переживаний, и да, тогда лишний вес, он становится, ну, по сути, да, вот таким способом контейнировать это, и чем больше копится этих непрожитых, невысказанных эмоций, чувств, тем больше будет вес, потому что контейнер, чтобы это держать, нужен больше и больше. И если как раз-таки вы за собой знаете, что у вас есть проблема в коммуникации, в выражении своих чувств, то это может быть ваша причина, что если вы набираете, при этом, да, у вас там есть какое-то адекватное питание и активность, значит, вы носите в себе очень много сейчас лишних
чувств, там, обид, не знаю, ответственности, вины и всего остального, которое и создает вот этот такой жировой, да, скафандр, который мешает. Причем, знаешь, здесь тоже, ну, как обычно, что замечала, что очень часто люди обесценивают свои чувства. И вот эта вот история про то, что да я ни на кого не обижаюсь, да нормальная у меня была мама, да все у меня хорошо с папой, и вообще семья у меня... Я ни на кого не обижаюсь. Вешу 100 килограмм, но ни на кого не обижаюсь. Ну, то есть, и очень часто нужно сначала попробовать признать вообще, то есть достать эти обиды или там ту же самую злость, все чувства вообще, что там у нас обычно бывает. Ну, самые частые, мне кажется, злость, обида, да, боль. Ну, это уже прям так глубоко. И чтобы до них дойти, это тоже определенный путь. Потому что часто мы обесцениваем тоже, чтобы себя защитить, чтобы с этой болью не сталкиваться, чтобы на нас не обрушилось вот эти вот сразу 100 килограмм обиды на маму или на папу. То есть мы пытаемся это вытеснить, что да нет, да вроде нормально все. Или да я уже проработал маму, или я там уже что-нибудь проработал. Все вот уже, и получается, что все равно накопится, копится, если качественно это все не выгружать. Да, и на самом деле здесь такая, знаешь, мне мысль пришла вот про проработал же маму, папу, да, очень часто такой возникает вопрос, а почему я столько уже делаю, я уже весь такой осознанный, проработанный, но у меня так много еще вопросов. И вот здесь я всегда привожу такую метафору, что невозможно, не знаю, помыть голову раз и на всю жизнь, или убраться в квартире раз и на всю жизнь, да, или там зубы почистить раз и на всю жизнь. И точно так же, на самом деле, с разбиранием каких-то своих вопросов. Мы меняемся, мы очень много каких-то вещей в своей жизни новых проживаем, внешние какие-то условия, и невозможно прийти на одну какую-то сессию, на один разбор, разобрать так, чтобы вам до конца жизни хватило. И это нормально, что эти вопросы возникают не потому, что вы что-то недоработали, не потому, что вы что-то там недоразобрали, а потому что вы меняетесь, появляются новые факторы, вы принимаете новые решения, не знаю, запускаете новые проекты какие-то, переезжаете, заводите семью, и просто подсвечиваются те новые вопросы, которые теперь нужно достать, да, с какой-то своей там полки и посмотреть еще и туда. И невозможно поменять ситуацию, как ты вот сказала, да, что если ты не принимаешь. Но принять, очень часто люди путают принятие как будто бы с каким-то согласием, что если я приму, это не изменится. Это значит, что я с этим соглашаюсь, и все, и вот у меня будет только так. Да? Я боюсь принять свой лишний вес, потому что я потом как будто бы не похудею. Я боюсь принять, что в моих отношениях так, как будто бы я с этим соглашусь, и я должна дальше терпеть всю жизнь именно так. Но на самом деле принять – это скорее принять факт, что это существует, и дальше определиться, а что я тогда с этим буду делать. Если, окей, у меня сейчас есть лишний вес, который мне некомфортен, да, я ношу его с собой, мне от этого тяжело, это факт, я это принимаю, что я в этой точке. И вот тогда из нее я могу понять, а что дальше я хочу с этим делать, меня все устраивает или нет, я хочу найти причину или нет, да, там, я пойду с этим разбираться, или у меня на это сейчас нет ресурса. Но это невозможно без принятия, которое на самом деле, принятие просто принятие факта того, что да, это существует в моей реальности прямо сейчас. И вот только тогда я могу с этим разобраться. И, к сожалению, там, от того, что мы не готовы в это смотреть, это не помогает нам это изменить. Оно не рассосется само никак. 100%, да, но я здесь вижу также, знаешь, и позитивный такой момент, что, с одной стороны, да, это путь, и тоже про принятие. Если я понимаю, что сейчас у меня, например, там 20 или даже 10 лишних килограмм, хорошо, или там отеки какие-то, что-то, вот она моя точка А, и я в ней уже какой-то период. То есть это не вчера вот так появилось, чтобы вчера не было, сегодня раз, и плюс 10, плюс 20, плюс 30 килограмм. То есть я понимаю, что какое-то время это все набиралось, это происходило. И мне нужно какое-то время, какой-то путь пройти, может быть, хотя бы как минимум такое же количество лет, которое это все набиралось. Может быть, меньше, да, ну, то есть в зависимости от ситуации. Но мне нужно прожить какой-то путь, чтобы это, грубо говоря, как вот вычерпать, я тоже люблю приводить пример, что как мы по чайной ложечке, иногда по столовой, потом там по ведерку по какому-то, но вычерпываем это из себя. Не то, что я 30-40 лет или сколько-то жил, вот эти все там обиды копил, лишний вес набирался, гормоны менялись там и так далее, все это происходило, дефициты настраивались, а потом я сходил на одну сессию или на две, и где мой результат? Дайте мне. То есть это, ну, как бы одна крайность. Но если мы принимаем решение, принимаем, что да, я понимаю, что вот у меня 10 лет себе копила эти дополнительные килограммы, и сейчас я выделяю себе время какое-то, да, на то, что я работаю с этой проблемой, то оно 100% вычерпается. То есть в терапии, ну, по крайней мере, я для себя отследила очень классный эффект, что
есть какая-то точка вот предела, что вроде ты идешь, блин, вроде ни хрена не получается, ничего не понятно, вообще как-то все как было, так и есть, никаких результатов. А потом ты достигаешь до точки какой-то, где тебе становится нормально. И вот дальше Мгм. тоже про то, что ты говоришь, что новые уровни, да, ты делаешь новый проект, у тебя опять какие-то вопросы, но ты настроил свою базу, ты настроил свое здоровье, ты настроил свое ментальное здоровье, ты нормально реагируешь на проблемы, у тебя нормальное тело. То есть вот этот конец, он существует 100%. То есть ты идешь, но вычерпать, то есть, да, предела нет совершенства, с одной стороны, но вычерпать все вот эти внутренние какие-то истории для того, чтобы чувствовать себя реально классно, что в своем теле физическом, что и в целом по жизни, оно 100% можно, правильно же? Да, я с тобой согласна 100%. Во-первых, действительно, мы находимся в разных вопросах, в разных точках, что, например, где-то мы только начали этот вопрос разбирать в своей жизни, мы сажаем семена, и не может сразу, если вы посадили семечко, у вас плод появиться, да, то есть это вот то, что ты говоришь, есть определенный темп, когда мы должны пройти некий этап во времени, да, у нас должны выстроиться привычки, что-то должно поменяться. Но есть вопросы, где мы уже столько туда посадили и семечки, и полили, оно уже взросло, и время собирать вот эти плоды, и тогда действительно вот какие-то сессии, они становятся супер там трансформационными, даже одна, потому что ты уже в это смотрел, инвестировал, и вот твой финал, где ты собираешь эти плоды. Но когда ты действительно постоянно что-то сажаешь, что-то поливаешь, где-то собираешь, то выстраивается вот та самая точка, в которой ты уже не из выживания, не из нужды, развиваешься и решаешь свои вопросы, да, про опору, про основу, про которую вот ты сейчас сказала. А когда ты, по сути, уже под развитие дальнейшее, да, приносишь какой-то вопрос в терапию или сам разбираешь, но не потому, что тебе плохо во всех сферах, а потому что тебе в целом уже хорошо, но ты видишь, что открылась, как, знаешь, следующая гора, на которую ты хочешь зайти, что-то новое, новый я, новый проект, новый уровень в отношениях, новая близость, новое тело. И тогда это не бесконечная проработка, а это уже такой путь, где ты из хорошо идешь в какую-то точку еще лучше, потому что для тебя это важно, и ты видишь эту возможность для себя, это в твоих ценностях. И это 100% существует. Я вот топлю за это всячески и как терапевт, и в своей личной жизни, а как, в принципе, как человек, потому что в моих ценностях целостность. Я не хочу быть только, например, там, психологом, да, только специалистом и пожертвовать семьей. Я хочу быть и мамой, и женщиной любимой, и спортивной, и иметь хобби, и иметь свободное время, отдых, и классно реализовываться. И тогда получается, да, что нужно вкладывать фокус внимания в каждый из этих элементов, в каждую сферу. Но когда ты выстроил ядро, и когда уже в каждой сфере у тебя есть, ну вот более-менее то, как тебе подходит, то гораздо проще это поддерживать. И это уже не бесконечные проработки, это просто куда мне сегодня посмотреть, куда мне там в ближайший месяц посмотреть, чтобы мой баланс, который я выстроила, ну, был, да, там, в балансе, действительно, чтобы он держался. И хочется здесь прям поддержать тех, кто еще не в этой точке и к ней идет, что она точно существует, до нее можно дойти 100%. 100%, да. И не так, как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Не так это все долго, если главное начать и делать регулярно. Поехали к третьей причине. Да, давай дальше. Я думаю, что это про невидимость, может быть, про желание быть невидимым по, ну, каким-либо причинам, да, например, когда там в детстве вам говорили, что нужно быть удобной, нужно быть не высовываться, не выделяться, нужно быть там как все, то появляется на самом деле вот этот внутренний такой затык, что если я буду яркой, красивой, стройной, да, или ярким, красивым, стройным, может быть, нас мужчины будут смотреть, то это, да, как будто бы выделится среди всех, и это нехорошо. Поэтому многие люди через лишний вес, они становятся причастными, да, как будто мы вот к такому невидимому слою, я как все, я не выделяюсь, я не проявляюсь, я вот такой незаметный. И вес становится тогда вот тем, что помогает эту невидимость сделать для людей. И еще это может быть таким способом вот именно не быть выше, чем другие люди, да, когда говорят, вот не будь выскочкой, там, не будь там, нельзя быть слишком, да, выше других, не ставь себя выше других людей. И тогда как будто бы, если я буду стройная, красивая, яркая, я становлюсь выше других, я это не хочу делать, и тогда я через ну, такое, да, через свой вес, через невыделение среди других людей, ну, по сути, эту свою установку обслуживаю в своей жизни.
Это знаешь, как будто даже мне вот пришло, что про непринятие своей силы. Потому что вот эта история, что вроде бы я не хочу подкреплять свою гордыню, я не хочу быть лучше других, с одной стороны, а с другой стороны, я не могу признать, что я в каких-то моментах хороша, например, или хорош. Да, да. Когда мы не готовы идти в свою силу, когда мы не можем, да, признать, что я действительно, у меня есть какой-то талант, я в чем-то хорош, у меня есть какая-то уникальность, которую я на самом деле могу принести другим людям, и я действительно могу быть супер крутым в своей сфере деятельности или в своей жизни, да, то я ищу причины, как мне это не делать. И одна из причин, да, в том числе это вес и тело, потому что как же я буду выходить в сторис и снимать видео, если у меня плюс 20 кг, вот я похудею, и тогда я обязательно пойду проявляться, да. Но на самом деле за этим стоит, да, вот эта невидимость, что я не готов сейчас уже проявить свой талант, независимо от любых внешних или моих там обстоятельств, которые есть, да, я не готов трудиться, я не готов служить, я не готов проявляться сейчас в той форме, которая у меня есть. И это на самом деле, как показывает сейчас практика, но абсолютно не стоп-фактор, есть очень много в разном весе ярких людей, которые прекрасно реализуются и проявляются, но таким образом мы себя можем обманывать, делая на вид, что нам что-то мешает. И это как раз-таки про вот это желание спрятаться от своего собственного таланта, дара, способности, которые у нас у каждого есть. От предназначения своего в том числе, потому что я тоже вижу, что с одной стороны люди сейчас судорожно ищут это свое предназначение, а когда им говоришь, ну вот, смотри, они такие, ой, ой-ой-ой, не хочу, страшно. Да. А еще очень часто, на самом деле, вот такие вопросы, которые возникают, тот же вес, да, вот как часть предназначения, что если вы учитесь с этим вопросом разбираться через, там, не знаю, свои инструменты какие-то, да, там, через психологию, через тело, через, там, практики, ну, у каждого свои какие-то способы, если вы находите инструмент, через который вы нашли проход в эту тему, то это тоже может быть частью вашего предназначения, если вы помогающий специалист, помогать людям с этой темой. Да, вот я всегда смотрю через это, я ищу для себя какие-то проходы новые, да, там, я не знаю, я выстроила уже с семьей, там, у меня все хорошо в отношениях, я выстроила с реализацией. Вот у меня подвезли вопрос с телом. И когда я нашла для себя решение, я разобралась в этой теме, вот просто копнула, изучила это все в глубине, решила этот вопрос для себя, у меня открывается возможность помочь другим людям. И вот очень часто как раз-таки те люди, которые сейчас с вопросом веса, если еще и помогающие специалисты, то на самом деле у вас есть прекрасная возможность еще в этой теме как-то помогать людям профессионально получать за это деньги. Но для этого нужно найти для себя этот проход сначала. И когда вы прячетесь от этого, не хотите в это смотреть, вы лишаете себя возможности еще реализоваться, дополнительно заработать больше, помогать людям получать кайф от этого служения, потому что не хотите в это. Вот, здесь хочется такой, здесь волшебный пендель прилетает, что обязательно смотрите в те темы, куда вы не хотите смотреть, потому что там есть ваше развитие, ваша реализация, ваши деньги, ваши классные проекты, и нужна просто смелость туда пойти. И тоже, знаешь, вот что замечала, что иногда вот среди помогающих специалистов как раз-таки иногда человек проходит очень долгий путь тернистый. Вот, ну, даже если взять ту же самую проблему с весом, да, и вот это вроде он проработал по весу, не помогло, и вот это проработал, тоже не помогло, и в итоге он набрал такой комплекс из всех этих проблем, решил свою проблему наконец-таки, и теперь он точно знает, как все проблемы решить, ну, грубо говоря, или большинство как минимум. То есть нам иногда даются тоже такие задачки, условно говоря, чтобы действительно мы как можно больше себе опыта набрали, и через свой опыт потом помогли другим. Да, вроде как мы страдали, условно, пока проходили этот путь, но зато потом какому огромному количеству людей мы можем помочь с этим. Да, а здесь еще, знаешь, такой интересный есть поинт, что на самом деле у нас у каждого есть темы, через которые мы проще идем в саморазвитие, в решение каких-то вопросов. Ну, то есть в основном это деньги, отношения, тело, да, ключевые. И вот есть люди, которые через тело, они приходят, по сути, в терапию с запросом про тело, но вопрос не про тело, оказывается, да, вот он как раз про нереализованность будет, про то, что тормозятся идеи, про отношения, про, не знаю, нелюбовь к себе. Но человек в терапию несет именно запрос про тело, и это его вот такой вход, через который он готов смотреть в эти темы. А, например, там просто напрямую прийти с запросом реализации он не пойдет. Поэтому у него все время все
запросы, да, и все следующие какие-то уровни задач открываются через тело. И это такая, кажется, как будто бы я вечно прорабатываю тело, но на самом деле ты просто только через тело можешь зайти в саморазвитие. А у кого-то это также с деньгами. Только через денежные вопросы человек идет к терапевту, и оказывается, что у него там, ну, не знаю, полная обесценка внутри, и это вообще не про деньги, это про самоценность идет внутри. А у кого-то отношения. И вот если вы тоже увидите, через какую, прям порефлексируйте, посмотрите, с какими темами вы чаще всего разбираетесь в своей жизни, с какими вы ходите в терапию, с какими темами вы сами в голове своей, да, там ходите, на них можно посмотреть с другой стороны. Это не мое наказание, это не мое страдание в этой жизни, что у меня проблемы с телом, а это просто мой вот проход в новый уровень, через который я всегда могу зайти туда, куда я хочу, в новые деньги, в новые отношения с собой, и да, в новое тело тоже. Можно вот понаблюдать, если вы постоянно прорабатываете тело, возможно, только так ваша душа может смотивировать пройти в саморазвитие и какие-то важные для вас вопросы. Я вот опять же таки, да, если мы это понимаем, если мы нашли этот механизм у себя, что я только, когда у меня начинается какая-то фигня с телом, например, иду к психологу, да, или еще что-то, то, может быть, нужно просто делать то, что ты хочешь, ну, то есть, условно, если ты хочешь денег, да, или реализации, или семьи, или отношений, то есть, вот убрать тему веса и тела, как вот этот промежуточный этап, и не заходить через него, а просто идти и реализовываться, просто идти и налаживать свои отношения и так далее. И тогда вот эта вот снова вторичная выгода веса проводить тебя через вот эту цепочку, она тоже отпадает. Это, по сути, то, что мы делаем в терапии. Мы находим более короткий путь, потому что мы очень часто в своем уме строим очень сложные схемы. И как раз-таки все наши проблемы начинаются от того, что мы туда идем, вот знаешь, там, через 10 каких-то окольных путей. Я хочу денег, но иду туда через сначала лишний вес наберу, пострадаю, пойму потом, зачем мне это нужно было, потом посмотрю, от чего мне не хватает самоценности, посмотрю в самоценность. Это очень долгий путь. Терапия помогает этот путь сократить, убрать лишнее, то, что второстепенно, то, что не относится к первопричине, и сразу пройти вот этим коротким путем. Окей, вопрос самоценности, я сейчас выстраиваю самоценности, эту опору, а необходимость подключать лишний вес как способ к этому прийти, я перепрошиваю и меняю. И вот я за это очень люблю терапию, что это всегда про короткий путь. Нам кажется, что мы очень много работаем, но представьте, сколько мы можем сократить вот этих именно проходов, те темы, в которые мы хотим зайти. Это очень круто, что есть такая возможность сейчас у нас с вами, да, там, в отличие там, от родителей наших. Вот. Следующую пойдем причину. Да, давай, четвертая. Да, я думаю, что как раз-таки на противовес невидимости будет весомость. Следующая причина – это когда лишний вес – это наш способ добавить себе весомости и значимости. Когда я по какой-то причине внутри себя не чувствую себя ценной, значимой, я не вижу свои результаты, обесцениваю, может быть, да, их, я не вижу, что я важная, лишний вес приходит на помощь и становится тем инструментом, да, что вот окей, я становлюсь весомее больше, я прям занимаю больше места в пространстве, чтобы меня видели, чтобы со мной считали, чтобы меня замечали, чтобы мой вес бросался сразу в глаза. Да? И тогда вот здесь первопричина на самом деле лежит в области того, что я не чувствую себя весомой и значимой, и моему телу приходится мне помогать через физику это делать. Да? И найдя причину, в чем я не чувствую свою значимость, в какой сфере, что это, почему я этого не чувствую, когда я вообще чувствовала это или никогда не чувствовала с самого детства, всегда жила с этим чувством, да, мы тоже можем убрать эту функцию, потому что это прекрасно реализуется через ваши классные проекты, через то, что вы носите людям, да, какую-то ценность и значимость, и для этого не нужен лишний вес, для этого нужно идти в свою реализацию зачастую как раз-таки. Да, и вот я часто такое встречаю на должностях, например, тоже, особенно если женщина, да, ну, здесь не только женщина, но у женщин тоже особенно это видно, но и у мужчин, я думаю, здесь прям понятно, да, это мы все встречались с этой историей, то есть, когда я занимаю какой-то пост, и все-таки вроде бы все хорошо, но все равно где-то часть меня какая-то думает, что нет, все-таки, вот как ты говоришь, недостаточно, а где-то идет вот эта обесценка. А? Самозванец часто вот здесь, Да, когда есть да. внутренний, даже могут быть внешние какие-то, вот ты говоришь, да, это пост, это должность, то есть внешне вроде бы нет необходимости увеличиваться в весе, но внутри я чувствую себя самозванцем, я чувствую, что сейчас вот-вот все раскусят, что я недостаточно компетентный или придет кто-то более компетентный и более значимый,
И поскольку есть разрыв между внешним и внутренним ощущением, начинает это компенсироваться за счет набора веса как раз-таки. Окей, не хватает внутренней значимости в внутреннем мире, я за счет веса тогда чувствую себя весовым, значимым, все точно знают, что я очень вот здесь на этой должности компетентный. И еще это бывает, когда человек копит очень много идей своего какого-то, знаешь, креативного мышления у него много, но эти идеи не реализовываются, то есть он от этих идей, да, не от страхов и обид распухает, а от идей как раз-таки, которые не переходят в какую-то плоскость реализации, и я их коплю внутри себя, зажимаю свой потенциал, и тоже, по сути, чтобы сбалансировать мой внутренний богатый мир и то, какой я внутри, с тем, какой я внешне, тело тоже начинает расширяться, и тем самым вот эта значимость, весомость как будто бы становится в большем балансе. Но на самом деле это тоже такой классный подсвет, что вы прямо сейчас какие-то свои идеи игнорируете, что вы что-то не реализовываете, хотя у вас есть на это потенциал, у вас есть на это энергия, но эта энергия не находит выход, поэтому она находит выход в виде лишнего веса. Да, у нас это уже, с одной стороны, пятая причина, да, про вот Да. эту еще, я даже слышала как-то, что называют беременность идеями. Я не очень то, чтобы сторонница прям делить по телу, да, что там, не знаю, лишний вес на руке это там вот это, лишний вес на ноге это вот это, да, там есть определенная такая корреляция с этим всем, но не всегда, то есть все-таки оно индивидуально, у многих людей бывает микс причин различных, но вот эта вот беременность идеями, действительно, я очень часто замечала, что у женщин и у мужчин живот, да, вот вся зона живота, талии, бока, вот это все, то есть действительно как будто я вынашиваю в себе вот это все и все никак не могу родить. Это очень много, знаю тоже людей, моя это была тоже история про то, что приходят идеи, я их записываю, например, но у меня нет там времени их реализовать. Или, ой, вот я полностью вообще из себя, вот даже там этот эфир я делаю, я полностью у себя убрала перфекционизм на тему того, что, ой, я сделаю потом, когда будет идеально, ну, что-то, неважно что. То есть там, сейчас вот я приеду, я сейчас не на Бали, приеду на Бали, сейчас мы снимем в студии. Или там вот там что-нибудь, и мы там снимем еще лучше. То есть я вообще полностью у себя это исключила из жизни, прям вот я хочу делать, я делаю. Это очень сильно повлияло тоже на и самоощущение, и на вес, и на все. И, ну, то, как я помню раньше, как я мыслила, да, то есть вот у меня куча идей, вот у меня эта заметка просто, и вот там папирус вот этот раздвигаешь, и все там, и ничего не реализовывается. На самом деле про живот я тоже обычно не делю по зонам, да, как-то отдельно, но я тоже замечаю, что вот конкретно связка живот и самореализация и идея, она достаточно частая. Вот у меня по клиентам я тоже замечаю, что вот прям бывает, что если у кого-то причина была связана с этим, то вот прям, знаешь, потом у серии там 2 дня, и люди прям пишут, у меня сдулся живот, у меня реально сдулся живот за 2 дня. Поэтому если у вас есть напряжение, да, там, если вы чувствительны к своему телу, если у вас есть напряжение, если вы чувствуете, что у вас, в принципе, это та зона, которая склонна к набору веса, мы не берем сейчас типы фигур, да, там, груша, вот это вот все, то, возможно, это как раз-таки ваш случай, что это связано с переизбытком идей и вот этой энергии, которая, ну, по сути, замерла внутри, да, и она не может найти выход через что-то. И про заметки у меня здесь есть такой прикольный лайфхак, на самом деле, если вдруг ты понимаешь, что идей очень много, и ты видишь, что объективно ты ими не, ну, ты их не реализуешь. То есть надежда на какие-то, что да, они могут увидеть свет, но какие-то просто пришли, и ты знаешь, что ты их точно, ну, тебе не хватит, не знаю, сейчас фокуса, энергии, или ты видишь, что пока это сейчас, подари их миру. Напиши их куда-то, то есть поделись в соцсетях, напиши куда-то, что мне пришли классные идеи, я чувствую, что они очень там нужны миру, но у меня сейчас на это нет фокуса. Ребят, вдруг кому-то кто-то сейчас в дефиците идей, да, вот есть классные идеи, забирайте их, да, и вот этот акт такой дарения, он помогает на самом деле этой идее, даже если не ты ее реализовала, но дать уже выход и не копить это, в том числе через физику. То есть если у вас есть классные идеи, но вы их занимаете, либо реализовываете, либо дарите их другим людям, и тогда у вас будет в том числе и стройное хорошее тело, которое это все в себе не оставляет. Идея очень классная, и вот тоже у меня такая сразу, знаешь, рефлексия идет моментально. Я думаю, что у многих людей может возникнуть такое то же самое, что у нас про лишний вес, жадность. А как Да. же это? Это же моя идея. Как же это я ее просто так кому-то отдам? Ни себе, ни людям. Да, ну вот это тоже такой классный момент, учиться быть щедрыми, потому что жадность, она всегда из дефицита.
как будто бы мне не хватит. Если я сейчас отдам, мне не хватит. Я сейчас подарю другому, мне не хватит. Но когда ты знаешь, что тебе приходит столько идей, у тебя голова прекрасная, которая эти идеи создает, она создаст еще много этих идей, да, из вот этой изобильности, из понимания своей силы, что не идея меня определяет, а я тот, кто эти идеи создаю, вот тогда возникает эта щедрость и, ну, какая-то адекватность, да, про то, что эта идея, я ее либо беру ответственность и реализовываю, пожалуйста, не через жадность, через ответственность, что я хочу реализовать, иди делай действие, иди реализуй. Если это другая, да, какая-то точка, где я знаю, что это не реализую, зачем тогда через жадность, через, ну, пожалуйста, копи вес, окей, но тебе так нравится? Нет, а тогда где вот эта точка, где ты, да, в каком-то здоровье с собой, с другими людьми? Эта точка в том, что я могу что-то отдать, потому что у меня много, и мне не нужно. Я могу, это, кстати, вот знаешь, такой классный здесь мне пришла мысль про, ну, одна из причин лишнего веса, это когда люди не могут не доесть еду. Они ее не могут оставить, да, и они переедают, едят лишнее, доедают за детьми, и если вот на физику мы спускаемся, это часто такая причина, когда вес копится, мы не можем еду выкинуть, да, и это вот тоже растет из вот этого, да, паттерна, что еды не хватит, что еды недостаточно, что это там деньги, я не могу это сделать. Но получается, что в мусорку вы не можете выбросить еду, а всегда можете. Вы представьте, осознайте просто уровень отношения к себе. В мусорку мне выкинуть жалко, а в себя засунуть не жалко. То есть мусорка выше, чем я стоит в этот момент, да? И это очень круто меняет отношение, на самом деле, к себе, да, что вот эта жадность и вот это отношение к себе, ну, не хочется быть меньше, чем мусорка, да, по уровню отношения. И это и про идеи, да, вот если возвращаясь, что на самом деле не надо засовывать все в себя. Делитесь с другими людьми, к вам придет ваше, но никуда от вас не уйдет. Ваши идеи в нужный момент появятся, как раз-таки не будет застоя. Когда у меня 20 идей в голове и в пространстве, которые я не реализую, мне что, 21-е придет? Она не придет, тут некуда, у тебя контейнер полный. И действий нет, это вот мертвое, да, такое, мертвый груз идей. А давая идеи, вы освобождаете пространство для нового, для того, что вы сейчас возьмете, реально реализуете. Это принесет вам и деньги, и людей, и тело, и состояние, и все что угодно, да, вот не надо быть жмотом здесь. Вот, идеи приходят к тем, у кого есть пространство это. 100%, 100%. И просто самое главное увидеть вот эту прямую корреляцию, что чем сложнее я отдаю что-то, неважно, еду в мусорку, да, или еду к другому человеку, или вообще идею другому человеку, что угодно, чем сложнее я это отдаю, тем сложнее мое тело отпускает вот этот самый лишний вес. То есть если я ничего не могу отдать, я держу, оно полностью проецируется на тело, которое тоже все держит, воду задерживает, отеки, целлюлит, вот это все появляется, потому что мы не отдаем ничего. Все в дом. И потом получается вот этот диссонанс, да, я хочу, чтобы мое тело быстро все сбросило, но сама я ничего не хочу отдавать. Да, вот она, где ложь закрадывается, да, невозможно так делать. Ты либо отдаешь и у тебя все быстро проворачивается. Вот оно, легкое тело, еда, которая легко переваривается, идеи, которые приходят, быстро реализуются, быстрая скорость потока. Либо я зажимаю все, когда и мое тело действует по тому же сценарию, по тому же убеждению, мы все жмем. Деньги жмем, зажимаем. Вес зажимаем, не отдаем, да, нет воздуха в этом, нет пространства, поэтому не получится обмануть себя и свои собственные, в том числе, убеждения, да, прописано зажимать, ты будешь зажимать все. Если ты хочешь там как бы здесь давайте я зажму, а здесь не зажму, не получится. Вот и вес, который мы не можем ничего с ним сделать, да, и казалось бы, почему я не могу сделать? Потому что вот где-то есть сценарии, которые противоречат друг другу. Вот это то, что, да, такой детективный момент, на самом деле, классной терапии, найти, а что же, где же ложь, да, где я себя обманываю, что у меня одно противоречит другому. И когда я между этим найду точку правды, как я на самом деле хочу во всех сферах этих, вот тогда у меня все и раскрутится, и в весе, и во всем остальном. 100%. Здесь, кстати, Да, по поводу хотела сказать, что то же самое эмоции. Когда я не могу выдать из себя эмоцию, например, я сейчас злюсь,
а я не могу сказать тебе, что я злюсь, потому что мне страшно, потому что мне с детства говорили, что нельзя злиться, нельзя проявлять злость и так далее. И я не могу тебе выдать эту эмоцию, просто ее пропустить через себя. Я не могу тебе сказать, слушай, мне сейчас обидно, вот ты что-то сделала, да, и вот как-то я себя не очень ощущаю. То есть нет легкости тоже в проговаривании своих эмоций, нет легкости в целом в выдавании всего своих мыслей, своих идей, своих эмоций, просто вот этой жизни, да, тоже захотел что-то сделать, ой, ну, может быть, завтра, ну, может быть, в следующем месяце, там тоже вот эти отпуска какие-то, ой, может быть, когда-нибудь я поеду, ой, может быть, когда-нибудь я заработаю. То есть вот это вот все, жизнь на потом, на потом, на потом, мы все это откладываем, ничего не выдаем, то есть нет вот этой скорости метаболизма в том числе. То есть если у меня не циркулирует энергия, и я ее не разгоняю, я ее вместо того, чтобы вот этот вот раскачивать, да, такую жернова вот эти раскручивать, да, что я отдал, еще придумал, еще отдал. С деньгами то же самое, как много людей не любят платить, да. Как это я сейчас пойду, понесу денежку свою кому-то? Нет, вот это вот потом я лучше себе тортик куплю какой-нибудь вкусный там или еще что-то. Ну, то есть и нет вот этого культуры какой-то даже отдавания, нет привычки к тому, что отдавать это всегда про получать что-то, что я хочу. И вот идет вот это вот зажимание постоянно, что нет, 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 и все это проецируется на тело. Да, я, знаешь, так называю, когда терапию провожу, я говорю, что это терапия честностью с собой. Потому что мы вот многие вопросы не можем разобрать, потому что мы где-то нечестны, мы чего-то не видим, да, я не вижу, где я себя обманываю, я не вижу, где я делаю то, что противоречит моим ценностям. Или я не вижу, что какие-то ценности поменялись, но я не готова сама меняться, не готова что-то перестраивать. И вот когда ты этот момент находишь, да, невозможно быть, хочется легкости, но я тяжелая, да, вот у меня тяжелый вес, у меня тяжелое отношение ко всему, я все держу, а хочется легкости, но очень сложно быть легкой, когда ты тяжелый по разным аспектам своей жизни. И вот она нечестность, да, я не могу туда пройти, если я эту легкость не выстрою в каждой сфере, но легкость это не про ничего не делаю, да, или вот оно все там только ом-намо, все само. Нет, это про легкое отношение, это про то, что в моей сфере, в каждой сфере жизни все так, как мне подходит, мне поэтому легко, потому что это мое, да, это то, что мне подходит, мне поэтому с этим хорошо. А когда оно чужое, когда оно наносное, когда это не мое, мне, конечно, тяжело это тащить, потому что это не мой груз, это не то, чем я хочу жить. Да, и терапия, она, по сути, помогает увидеть все чужое, что есть внутри нас, да, нам иллюзорно кажется, что все, что внутри меня, это я. Вообще не так, нет, там очень много всего не моего, просто мне нужно научиться видеть, а что мое, что не мое, что отдать, что не брать, да, а что мое, что нужно пустить в реализацию. И когда мы благодаря терапии в эту осознанность и выходим, что я могу это разделить, я могу это различить, я могу это убрать, я могу это перестроить. Вот она, эта самая легкость, да, но не потому, что мы сидим и все там сыпется, нет, а потому что я живу свою жизнь так, как мне подходит, в контакте со своими ценностями, в контакте с собой, и в этом легко, в этом есть энергия, в этом есть жизнь, в этом есть движение. Да. Вот. И в целом я люблю постоянно говорить, что терапия для меня это не то, что я себя иду от чего-то вылечиваю, да, или что-то исправляю в себе, там вот это винчу винтики, а про то, что я в себя просто узнаю. Я действительно Да. разграничиваю, а вот это вообще мое, или это от какой-то бабушки там по роду мне просто передалось, которое я даже в глаза в жизни не видела. Или а вот это действительно мои ценности, а вот это правда то, что я хочу. То есть просто иногда из-за того, что так устроена наша психика, мы не можем все видеть о себе кристально чисто, вот и все в один момент, все и сразу. И просто нужно определенный путь пройти. То есть есть какие-то вот эти глюки такие, я бы сказала, в мышлении, где мы почему-то, мы на самом деле там вот такие, но мы считаем, что мы вот такие, и все, ломается вся система условно, все идет дальше наоборот, не так, как нам хочется. И вот я хочу здесь вернуться чуть-чуть к нашей четвертой причине про обесценивание, да, себя, потому что я знаю, что очень многим и здесь в канале, и вообще очень многим сейчас актуальна эта история. Это же тоже вот про глюк в психике какой-то, да, в мышлении, в мыслях, в отношении к себе, что человек, ну вот он просто человек, вот он такой, какой есть. У него есть какие-то свои таланты, конечно же, какие-то минусы, как и у всех. Но почему-то очень актуально многим сейчас людям, кто эксперты, кто действительно очень где-то начитан, где-то опыта много, да, у человека, просто много знает в какой-то сфере или что-то умеет очень хорошо, но при этом среди остальных он считает себя гораздо хуже, считает, что он недостоин,
И причем, сколько ты ему не показываешь, ты смотри, вот там с твоей же сферы человек, но ты же лучше делаешь. И он может сказать, ну да, ну это фигня какая-то, ну ничего страшного, ну все так могут. То есть вот это вот Мгм. самообесценивание, я очень часто вижу, что действительно это ведет к лишнему весу. Вот давай чуть-чуть тут остановимся, дадим, может быть, пару рекомендаций людям, кто вот очень себя обесценивает, не верит в себя и так далее. Да, давай. На самом деле, почему это одна из причин веса, потому что, по сути, мы чувствуем какую-то тогда вину, да, что я какой-то недостаточно идеальный, я плохая мама, я недостаточно компетентен, я, не знаю, недостаточно любящая жена. И я, когда себя начинаю обесценивать и чувствовать потом, как следствие обесценивания, за это вину, да, то есть я в чем-то виновата, я не дотягиваю, я не доделываю, когда есть вина, всегда есть наказание. И вот вес становится самонаказанием, когда я себя наказываю через лишний вес за что-то, где я не идеален, не хороший, не дотягиваю. Да, то есть мне так и надо, вот пусть я буду недостаточно красивой, пусть я буду тяжелой, пусть я буду вот выглядит так, как я себя внутри чувствую, да, вот чтобы я была вот такая или я был такой. И тогда вес – это действительно наш способ себя наказать, это самонаказание, которое мы выбираем, да, потому что это то, чем мы можем управлять. Я могу там больше поесть, могу запустить себя, могу там что-то сделать, и вот он, вот я расплатился за ту вину, которую я чувствую, могу не чувствовать, да. Но почему это в целом такая большая проблема, но объективно, да, это накладывает наше воспитание, и это, ну, такой прям коллективный наш сценарий, с которым каждый из нас работает много, потому что нас постоянно сравнивали, нас постоянно, то есть нет, не знаю, нет пятерки, должно быть 5 с плюсом, 5 недостаточно, и нас зачастую растили из желания лучшего, да, для нас, какими-то идеальными людьми, но это не про человечность, это про идеальность. А сейчас мы оказались в точке, где мы поняли, что вообще-то мы все люди-человеки, и у нас у каждого есть где-то, где мы хороши, где-то мы учимся. Нам никому не дают инструкцию к тому, как быть мамой, не дают инструкцию к тому, как быть классным специалистом. Мы учимся этому в этой жизни, и, конечно, этому есть и какие-то ошибки, да, способствуют, и опыт, который там мы еще не получили, и какие-то результаты, которые мы получили. И вот когда мы учимся принимать свою человечность и ориентироваться на это прежде всего, да, как мне быть человеком по своим ценностям, как мне быть хорошим специалистом по своим ценностям, достаточно хорошим специалистом, но не идеальным, вот тогда с этим обесцениванием можно что-то сделать. То есть первое, что бы я посоветовала на уровне, вот я думаю, да, сейчас так в моменте каких-то практик или чего-то, вообще попробовать себе ввести в лексикон, да, такое слово, как достаточно хороший, достаточно хорошая мать, достаточно хороший специалист. И вот у этого есть более ощутимые какие-то критерии, которые зачастую мы можем действительно себе присвоить и осознать, да, что я как достаточно хорошая мать. Сегодня отвела ребенка, позанималась, что-то еще сделала, да. Вот это может быть не идеальная мать, но это достаточно хорошая, и я — это она, да. Тогда мы можем это принять. Вот прям попробовать себе поприсваивать какие-то события в вашей жизни, то, что вы делаете, из позиции «достаточно хорошо». Вот я сегодня сделала контент, это уже достаточно хорошо, потому что я вообще-то вышла в блог, а до этого не выходила, да, например, и это уже хорошо. Это не там 30 дней ежедневного контента, но это достаточно хорошо. Попробовать вот первое прям сместить фокус на это, да. Второе, есть еще, знаете, тоже такой смешной, на самом деле, способ, лайфхак. У нас очень часто вот это обесценивание запускает наш внутренний критик. То есть в здоровом формате психики там должен быть внутри нас такой взрослый, поддерживающий родитель, любящий, который, когда вы собираетесь сбросить вес, говорит вам, там, у тебя все получится, мы сейчас будем делать маленькие шаги, ты придешь, что ты хочешь, давай, там, у тебя есть все шансы. Это человек, да, такой внутри нас, взрослый, который поддерживает. Но у большинства людей вместо этого сидит критикующий родитель, да, из нашего детства, который нам как бы говорит, что можно быстрее, можно есть меньше и сбросить за 3 дня, а ты еще не сбросила, недостаточно хорошо, мало ходишь, мало тренируешься. И вот этот, получается, да, там, критикующий родитель, он как раз-таки и запускает нам потом вот эту обесценку. И вот в момент, если вы этот голос слышите внутри себя, если вы собираетесь сейчас худеть, и тут вот он включился, этот критик, есть такая практика, попробовать его поставить на место, сразу снизить значимость этого голоса. Для этого его можно дать какую-то кличку. Вот прям первое, что вам придет в голову, какую-то желательно, знаете, такую самую вот смешную, глупую, которая сразу важность сбивает с ног, там, не знаю, бомж какой-то, да,
И вот когда вы такие там, я собралась худеть, да, и вот этот голос, да, куда ты уже 10 раз худела, 5 марафонов прошла, ничего не сработало. Такой, так, это кто говорит? Это какой-то бомж там мне сейчас вещает, вообще, про которого я, кто это говорит? Да, и когда вы смотрите через юмор, через какую-то вот эту кличку, там, какое-то прозвище, вы попадаете в точку адекватности. То есть вы уже можете посмотреть, что, ага, не провалиться больше в как раз-таки критику, обесценивание, да, вот в эти все паттерны, не начать раскручиваться в эту сторону, вы можете в опоре на себя остаться, ага, ну, есть у меня вот этот критик, я могу его отнести в терапию, с ним поработать, да, подрастить эту часть до взрослого, адекватного, поддерживающего, любящего родителя внутри меня. Но в моменте это уже может мне не мешать сейчас начать делать маленькие регулярные действия, которые я для себя выбрал, да, потому что осознанность, она помогает нам понять, не провалиться туда, вот в эти паттерны, да, не сценарии управляют мной, а я управляю этими сценариями, и да, эта роль критика внутри меня тоже есть. Я ее вижу, она внутри меня, а не то, да, вот этот большой критик, который сейчас в моменте управляет вообще всей моей жизнью. Вот такой, на самом деле, вроде бы забавный, да, способ, но он помогает, и он классно у моих клиентов тоже срабатывает, вот когда ты можешь дать какое-то свое прозвище такое секретное, чтобы только вы знали, что это вот ваш там, способ поставить в этот момент критика на место, снизить важность, и потом из точки адекватности и взрослости принять какое-то решение и сделать маленькое действие. Да, рабочий метод. И я, знаешь, еще о чем подумала, что вот про критика. С одной стороны, ты говоришь, что мы себя лишним весом наказываем, да, а с другой стороны, я вот что у себя, например, замечала, что когда вот этот критик нас внутри долбает, то есть просто вот, ну, бьет нас, грубо говоря, каждый день, каждый день, каждый день, то лишний вес может начинать появляться как защита себя же от этого критика. То есть если мы себя постоянно гнобим, и еще и не видим это, то есть оно происходит все просто перманентно, но мы не замечаем, мы отождествляемся с этими частями, Да. и такие, «Ну, не знаю, вроде я себя не критикую, на самом деле это просто перманентно происходит каждую секунду, просто мы не отслеживаем. И когда это каждый день, мы вот в этом стрессе находимся, все остальные наши части, и наше тело в том числе, вот и появляется этот лишний вес, как хотя бы, Господи, отстань от меня, не трогай, мне больно, мне вообще это все неприятно. То есть как отгораживаться от самого же себя. Да, такое может быть, и это может быть еще способом переключить внимание как раз-таки, чтобы перестать себя да, съедать за что-то, там, не знаю, в материнстве, в отношениях, в чем угодно. Я выбираю лишний вес как враг мой новый, да, против которого я как раз-таки направлю свои усилия. И вот, да, это тоже про какую-то вот эту защиту, которую тело нам в этот момент выбирает сделать для того, чтобы мы сняли фокус внимания с самоедства, с вот этих вот, да, моментов, перестали себя ранить по тем сферам, в которых как-то, да, что-то не так идеально, и направили вот полностью свою энергию на борьбу с весом, потому что здесь вот такой понятный, уже не такой больной вроде бы враг, да, такое тоже может быть. Это одновременно Да. и защита, и переключение внимания, да, на какую-то другую проблему, чтобы снять триггер, боль, то, что мы не хотим смотреть, выдерживать в вопросе в этом. Мгм. Так, едем 6-я причина. Давай дальше. Так, давайте дальше. Желание отпустить контроль. Если вы человек, который очень много контролирует в своей жизни, то есть у вас все на вас, семья, работа, всем только вы можете помочь, да, вот все вы, без вас мир рухнет, и вы знаете за собой этот грешок, что вот вам свойственно тащить на себе все, вообще за всех, то вы будете подсознательно искать где-то сферу или какой-то способ расслабиться, где я могу отпустить контроль. И очень часто еда становится тем самым способом, да, вот я все контролирую, но в еде все, я отпускаю контроль, я ем все, что просто вижу, могу, не могу, все равно ем. И, ну, по сути, да, вроде бы это причина связана с перееданием, это физиологическая будет, да, там часть. Но первопричина того, что вы много едите, например, да, если это этот случай, будет желание где-то сбросить контроль. Но мы сами себе в этот момент играем в злую шутку, потому что у нас появляется еще одна сфера, где на самом деле нам потом придется брать ответственность и каким-то образом контролировать питание, активность, да, и тогда более рабочий способ, чтобы вот, как мы говорили, не идти вот этими путями сложными, это как раз-таки найти все те моменты, где вы на себя берете излишний контроль, где вы берете лишнюю ответственность, где вы берете слишком много на себя, где вы не можете сказать «нет», где у вас нет границ, где вы чувствуете вину и тоже берете все на себя. Вот в это все посмотреть и
грамотно, да, правильно распределить эту ответственность, отдать контроль тем, кому он принадлежит в их сферах, ответственность туда же, свою оставить себе, да, и как только будет здесь порядок, нет необходимости тогда у тела расслабляться и снимать контроль через еду. Вот пойдет сброс веса снова, да, и это вот достаточно часто тоже именно история у тех, кто чувствует, что ну, вроде бы я пытаюсь правильно, да, что-то, а потом раз, срываюсь, начинаю есть, вообще попадаю в какой-то зажор, или я не понимаю, почему я это сделал, потому что было очень много, может быть, напряжения, контроля в других сферах, и это тот способ, который ваша психика выбрала для того, чтобы этот контроль сбрасывать с себя, да, вот я здесь себе даю свободу, и вот это мое интуитивное питание, я питаюсь интуитивно, но только интуитивно ем что-то вообще столько всего, что больше в 3 раза, чем мне нужно, да, потому что дайте мне где-то свободу. Это вот такой крик тела, да, крик нашего тела, что я хочу больше воздуха, больше свободу, хочу внести меньше контроля, но я выбираю это делать через еду. Да, контролеров очень много у нас, 100%, очень много. И я почему-то, знаешь, о чем подумала? Вот даже мы назвали, получается, 6 причин, да, сейчас. И вот мне половина как минимум откликается. То есть это я к тому, что это тоже всегда какой-то комплекс, что у нас есть и это, и это, и это, и это. И вот возвращаясь к тому, что нужно путь пройти, да, как мы можем, понимая, что у нас столько всего внутри нас, пытаться действительно там, не знаю, за одну неделю, за один марафон или там за одну сессию как-то что-то вот это все решить, когда там, ну, вот такой набор. Может быть, конечно, кому-то повезло, у кого-то одна причина, не знаю, мне кажется, у меня просто все были. Ну, скорее, знаешь, можно, то есть за одну сессию можно взять и разобрать один вопрос с одной причиной этой, да, вот если есть что-то связанное с контролем, то можно найти конкретную, да, историю, где родился этот контроль, с чем связан этот сценарий, как он проявляется, да, прожить то, что там не прожито, увидеть то, что в этой ситуации, да, где ты взял это на себя, хотя это не твое, перезаписать этот сценарий. И вот этот элемент, да, кусочек, там, то, что у тебя связано и с контролем, и с весом, он, например, разберется, да. Но, конечно, да, это тоже не про совсем волшебные таблетки, когда, да, я 30 лет это копил, я, знаете, там, и контроль, и ответственность несу, и мужчин боюсь, и чувства не умею выражать, можно мне, пожалуйста, за одну сессию это все починить, ну, как бы порвет, да, просто если это попробовать сделать, поэтому, но в то же время это и не про, обязательно не про годы, я в целом сторонник того, у меня достаточно большой опыт разных инструментов, что я использую интегративный подход и личной терапии в разных, совершенно классической психологии, да, и современной, и квантовой психологии, и расстановочные все техники. Я сторонник быстрых тоже результатов, изменений, потому что я понимаю, что у меня нет времени всю жизнь прорабатывать этот какой-то вопрос. Я не хочу, да, и я ищу те способы, которые могут сделать быстрее. Они существуют, психология развивается, те методы, которые я использую, они быстрее, но, да, это все равно про адекватность. У каждого есть какой-то пул вопросов, которые мы хотим разобрать. И какой-то, да, мы можем взять, разобрать за одну сессию, и это сдвинет уже процесс. А у кого-то набор из вообще супер разных, все сферы жизни надо, во все сейчас посмотреть, и это тогда та история, которая, конечно, занимает время определенное, да, но все равно вот я здесь про то, что сейчас есть способы не годами это все прорабатывать, методы, которые это позволяют, это про более быстрые изменения, но к этому тоже нужно быть готовым. Если вы готовы делать действия, если вы готовы брать ответственность, если вы готовы проживать, смотреть в это, ваши результаты будут быстрее. Если вы не согласны, не готовы, хотите в этом сидеть и, да, там, не пробовать и не делать, и чтобы само, конечно, это будет долго. Это долгий путь. 100%, да. Мы с Кристиной, когда еще общались уже, я не знаю, уже, наверное, год назад, да, впервые, то мы очень подробно разбирали тему того, что у Кристины очень быстрые результаты у клиентов, да, и очень много кейсов она мне показывала, как действительно за одну, за две сессии у человека решаются вопросы, которые до этого он не мог там полгода решить. Поэтому, да, я все ссылки на Кристину, на то, как записаться в терапию, вообще все возможности взаимодействия я оставлю в описании на Ютубе, пост будет в Телеграме, в общем, не переживайте, все будет. Вот, а мы поедем к следующей причине. Да. Нарушение границ тоже один из способов набирать вес, да, если у вас, в принципе, тема границы, она в вашей жизни не простроена, если вам сложно вот эта часть, да, немножко говорить нет, там, да, если вы сливаетесь с другими людьми, если вы себя ставите там на последнее место, а человека ставите на первое место, все отдаете другим, свое, да, вот эта тема границы, она такая вот невыстроенная, то тело может брать на себя эту функцию через вес, что я становлюсь больше, я набираю вес, чтобы у меня появились границы, чтобы они были больше, чтобы они были видимые прям такие, да. И вот это очень часто, получается, бывает как раз-таки у людей, когда, не знаю, его мнение не слушали в детстве, да, вот у него как будто бы не было вот своей такой
своего пространства, не уважали его личное пространство, заходили в комнату, да, там, не знаю, физически мы тоже, да, там сюда же границы нарушались там, по разным аспектам, то вот уже во взрослом возрасте, да, это может быть одна из функций лишнего веса, границы, да, мой вес, мои границы личные. И если вы эту тему разбираете, находите, какие границы у вас не простроены, что конкретно у вас, да, там вы не можете сказать, или у вас вообще нет понимания, где граница между мной и партнером в отношениях, и вы постоянно там, да, в слиянии в каком-то находитесь, если вы это разберете, найдете, то лишний вес тоже перестанет эту функцию нести, потому что можно как раз-таки иметь прекрасные, острые, четкие границы в легком, стройном, энергичном теле. Да, когда я такой большой, с одной стороны, я эти границы как бы себе выстраиваю, но они очень мягкие. И они не всегда, на самом деле, нам дают возможность защитить свое мнение, не всегда это про какую-то уверенность, не всегда это про способность вести коммуникацию с человеком. Но вот такой важный тоже, неочевидный, на самом деле, способ набора веса, да, это отсутствие простроенных личных границ у человека. В семье особенно это связано, тоже бывает с родителями, да, вот в каком-то таком формате. Да, да, авторитарные родители очень часто. Вот ты очень прям, каждое слово, которое ты сказала, мне настолько прям откликается, то, что заходили в комнату, там, родители всегда правы. Ну, то есть я постоянно слышала это все детство, что ну как это, взрослые, они правы. Ты, ну, твое мнение не важно, там, и так далее. То есть все вот эти вот моменты, что ребенок это ребенок, он ничего не знает, не понимает, родитель всегда прав, родитель всегда прав. Да. И то есть по факту тело пытается сделать то, что мы не можем. То есть мы не можем Да. сказать нет, мы не можем сказать, как мы хотим, мы не можем сказать, как нам нравится, как нам не нравится и так далее. И тело пытается, как оно умеет, вот тоже ты говоришь, оно не говорит, но оно Да. хоть как-то пытается, вот что оно может увеличиться, оно может уменьшиться, оно может заболеть. Вот там Да. три функции, да, отказать что-то вообще может перестать работать. И вот какие-то вот эти попытки, что как-то поговорить, как-то сделать за тебя работу, которую ты не можешь сделать, проговорить твои чувства, высказать свои пожелания там или наоборот не пожелания, отрезать каких-то ненужных людей, выйти откуда-то, зайти куда-то и так далее. Да, и это то же самое проявляется еще в отношениях с партнером, близости с мужчиной, если женщина не умеет говорить о том, что ей нравится, что ей не нравится, если там, что ей сегодня не хочется, да, там какой-то близости с мужчиной, то, по сути, это же тоже про границы, да, это не про страх мужчины, это другая немножко здесь часть, да, отношений с Да, мужчиной, да, да. это я не умею говорить, это для меня важно, что я хочу или не хочу, и тогда мое тело и лишний вес берет на себя эту функцию, что, может быть, он меня не захочет, и мне вообще не надо будет простраивать эту границу и говорить о том, что я-то не хотела. Да, и тело берет и делает это для нас. И ты очень круто, кстати, подметила, что на самом деле есть несколько вариантов, да, и есть варианты, следующий после набора веса, это зачастую болезни, которые идут. И вот когда я вижу людей, да, у которых сейчас вопрос с весом, я всегда подсвечиваю, что это большая благодарность к телу, что оно вас через вес сейчас, да, этот вопрос вам решает, не через болезнь. Спасибо ему большое за это, что оно не стало там болеть и какие-то штуки, да, серьезно создавать пока, а оно эту тему через вес взяло на себя, да, разворачивать. И когда мы можем с любовью на это посмотреть, что мой вес — это сейчас вообще ну, тот способ, который мое тело, спасибо, любимое, нашло для того, чтобы мне было безопасно, чтобы я могла там, да, что-то разобрать, через эту любовь к себе и благодарность мы можем этот вопрос разобрать. Не через насилие, не через самобичевание, не через вину, не через «я такая некрасивая, плохая», а через любовь и видение, что наше тело делает для нас. Потому что оно делает что-то для нас прямо сейчас, да, вот для чего-то вам эта ситуация, да. Есть что-то хорошее, что вы хотите приобрести через эту ситуацию. И когда вы это увидите, ну, как бы все развалится, да, нет необходимости в этом. Вот, но спасибо, что не через болезнь. Это очень много благодарности, на самом деле, может вызвать внутри. Да, и вот мне очень откликнулось то, что ты тоже затронула тему близости. Я вот не помню, мы собирались ее обсуждать или нет, но я прям после темы границ, она у меня прям очень четко всплыла. Это вообще в целом про подавленную сексуальность. Очень часто то, что я вижу, что лишний вес — это про подавленную сексуальность. В каком смысле? Что я не признаю сама себе или сам себе свои желания. У меня половина это стыдно, половина страшно, половина нельзя, да, осталось, что там осталось, ничего, да, то есть это тоже какие-то страхи в этой теме, какие-то
табу. То есть вся тема такая, все тоже, если мы берем про очень много девушек, у нас что? У нас обычно девушек волнует живот и бедра. Вот насколько мне известно, да, там по психосоматике, если уже идти, то как раз-таки бедра, ягодицы, вот эта вся история, это как раз про закрытую сексуальность, то есть что я не позволяю себе проявиться. То же самое, вот почему про границы, да, говорили. А что Мгм. за звук у нас? Слушай, это А, что-то, скорее всего, у меня где-то всплывает. Оповещение приходит. Ага. Давай выключим. Так, еще бы я знала сейчас, как это выключить. Ну ладно, продолжаем. Пока если выключишь, будет Попробуй, да? хорошо. Вот, то есть в тему границ тоже, да, что я не могу сказать партнеру, да, что вот как ты уже сказала, что я там хочу, не хочу, как я не хочу. Вообще все темы у нас тоже, сколько я с людьми работаю, настолько до сих пор все табуировано, настолько, если мы как-то все даже вот стали психологизироваться потихонечку, да, там ходить в терапию и так далее, мы можем поговорить о чувствах более-менее, как это начинает это происходить, но когда мы начинаем заходить в тему близости, в тему сексуальной близости, тем более обоим партнерам, настолько все это как-то вот некомфортно бывает, да, и то есть либо один человек идет, развивается, он понимает, как это донести, но второй человек очень закрытый, то есть вся эта тема настолько там много всего перемешано, и вот оно в итоге скапливается все в лишний вес на почве именно вот подавленной сексуальности. То есть нет, опять же таки, Да. жизни в этой теме. Нету легкости, господи, хочу это, хочу то, не хочу, отстань, иди сюда, иди туда. То есть нету вот Мгм. этой циркуляции энергии в этом вопросе. Есть вот это вот Мгм. зажатие, стыд, вина, страх и куча там всего у кого чего. Мгм. Ты меня сейчас слышишь нормально? Меня слышно? Да, да. Всё хорошо. Да, это знаешь, про что сразу первое, что всплывает, это про стыд. Это вот связано со стыдом в этой теме в разных аспектах, да, стыд про свое тело, стыд быть громкой, стыд проявлять свои ярко чувства, стыд показать, что я чего-то хочу, что я чего-то не хочу, что я могу хотеть много, стыд вообще изучить, чего я хочу, потому что вот эти все темы, они действительно очень сильно были табуированы, и нас не учили в это смотреть, нас как раз учили в это не смотреть. Не смотреть в то, что мне нравится, не смотреть то, что я чувствую, то, что я могу испытывать там влечение, да, вот это все. И, конечно, проще через вес это все скрыть, убрать и не смотреть тогда вообще в эту сексуальность, в свою чувственность, нежели с этим разобраться. Но это тоже такой большой-большой пласт, ну, некого сценария, который нам достался. Ну, очень редко у кого из нас было какое-то раскрепощенное сексуальное воспитание в детстве, что наши родители там все на эту тему передали. И, конечно, мы сейчас в этот стыд ходим смотреть в терапию, потому что с этим хочется что-то сделать, хочется быть чувствующим, хочется быть желающим, хочется быть действительно открытым в близости, уметь своему партнеру сказать все, что я хочу, да, иметь эту честность в отношениях. Но это невозможно, если не переступить через этот стыд. И зачастую как раз-таки вес, он помогает это все подзаблокировать, спрятать свои какие-то сексуальные такие части. И это действительно одна тоже из таких причин популярных у женщин особенно. И там тоже еще такие цепочки, все, вот мне захотелось поделиться своим примером, это буквально там мои несколько прошлых сессий, ну, несколько сессий назад, я имею в виду в моей терапии, что я у себя нашла, что именно вопрос сексуальности разбирала, не веса, но вес тоже туда, естественно, подходит, что по роду идет программа, например, что женщины очень много рожали, там у кого-то 5 детей, у кого-то 10 детей, то есть, ну, там 2-3 поколения назад, не так давно. И сформировалась вот эта программа, что я не хочу рожать, господи, я не хочу рожать. И то есть получается логическая цепочка, то есть они рожали много, рожать не хотели, просто ну, не было возможности не рожать, сформировалась эта программа, и чтобы эта программа реализовывалась, то есть чтобы не рожать, я делаю все, что угодно, лишь бы это не произошло, соответственно, набираю вес, блокирую себе сексуальное желание и так далее, лишь бы вот не произошла вот эта вот глобальная, да, проблема, которую я как будто бы не хочу. Хотя это вообще все не моя история, это история моих бабушек, дедушек и так далее. То есть, ну вот она цепочка.
Да, но здесь, знаешь, интересный момент, оно одновременно и не твоя история, да, но и твоя, потому что рожать сейчас не хочешь Конечно, ты, например, конечно. да, и это тот вопрос, который тебя в этот момент волнует. И с одной стороны, да, у нас есть опыт, да, мы всегда работаем в терапии на разных уровнях. Это там текущая жизнь моя, это то, что я думаю, считаю, сама получила опыт, сформировала негативный прошлый опыт. Есть уровень семьи, есть уровень, да, кто, в зависимости от того, кто во что верит, там, реинкарнационный прошлых каких-то жизней, да, но если это влияет на меня сейчас, то здесь всегда есть и мой какой-то сценарий. Я сейчас не хочу рожать, я ищу способы, как это сделать. Моя система, да, мое ПО внутреннее начинает искать решение. Бабушки мои, да, там передали, что чтобы этого не делать, надо набирать вес. Берем этот сценарий. Но есть современный сценарий, да, есть там способы предохранения, что-то угодно. Я могу поменять тот способ, которым я буду этот же сценарий на самом деле, ну, как бы выбирать, да, не обязательно, что я там пошла в терапию, и нет, теперь я рожаю по 6 детей, мне все перепрошили там в голове, я пришла с нежеланием рожать, а теперь 6. Нет, никто не перепрошьет, если вы не хотите, но можно перепрошить способ, которым, да, я хочу выбирать и защищать свою ценность. Если я пока не готова к этому, я имею на это право, как женщина, имею выбирать право, когда я хочу заводить детей. Но способ, пусть будет тогда не отсутствие близости, желания от моего мужа, моего желания, гормональные проблемы, лишний вес, да, там, неудовлетворенность от себя, а другие способы есть, придумали их. И вот это всегда тоже про такую позицию, да, где я могу выбрать, что подходит мне. Вот, что мы раньше с тобой говорили, что не все, что внутри меня, я. Там, мне много всего передали, мне много всего положили, но я могу выбрать, мне тем старым пользоваться, или оно не про меня, оно не подходит в современный мир, в современные вообще мои какие-то концепции, мое мировоззрение, мне нужен другой современный способ. И тогда терапия мне помогает его найти, увидеть, выбрать и понять, а какой мой способ. И тогда это я. Да, тогда вот все, что я хочу, я получаю. Что здесь, знаешь, такая спонтанная вставка такая, но очень часто люди боятся приходить в терапию, потому что им кажется, что их там так сильно поменяют и перепрошьют, и вообще все будет, они не будут такими, как они есть, а это будут уже не они, но никто ничего без вашего волеизъявления никогда не сделает. Вы выбираете, что вы хотите забрать из терапии. Вы выбираете, каким человеком оттуда вы хотите выйти. Да? И я, например, как терапевт, я никогда не несу свое картину наносное. Мне важно, что человек хочет забрать. И это может быть совершенно разная позиция, как 6 детей, да, вот как в примере в этом, как и отсутствие сейчас детей. И важно понимать просто, что ваше, зачем вы идете туда, да, к специалисту, с которым вы хотите поработать. Вот. Никто без вас не перепрошьет. Вот. Я не знаю, честно, откуда люди. Ну, я предполагаю, да, что есть разные терапевты, да, и так далее, разные психологи, что может у людей, конечно, быть негативный опыт, но не знаю, я никогда с таким не встречалась. Для меня терапия это всегда про то, что соединиться со своей душой. То есть, так как у меня еще тоже есть опыт в различных духовных практиках, да, там высшее я, практики энергетики, огромный на самом деле бэкграунд за всю мою жизнь, уже там больше 15 лет, наверное, в этих всех темах, я для себя уже давно сделала вывод, что терапия это именно про соединение с душой. Про соединение с душой очень таким системным методом, я бы сказала. То есть, если есть практики более эзотерические, более такие, как мистические, да, опыты, да, это тоже окей, это прекрасно работает, но есть такой метод, он более заземленный, но он туда же ведет. Он только ведет к освобождению от всего не своего. Вот как мы уже, да, сегодня много раз сказали, освобождение от всего не своего. Когда ты снимаешь с себя все не свое, остаешься только ты. Ты это кто? Это твой дух, твоя душа. Что еще может быть? Твое сознание, твоя божественная суть. То есть вот эти все тоже искажения по поводу того, что там терапия и так далее. Ну да, понимаю, что тоже все в этом мире есть, разные есть специалисты, но все-таки не знаю, хочется мне нести вот эту повестку, что для меня терапия это всегда про душу, про настолько глубокое понимание себя, чего иногда, вот лично мне не давали даже практики более какие-то мистические, потому что можно потеряться иногда, можно где-то подзаплутать, особенно когда нет опыта, и ты начинаешь практиковать, да, у тебя какие-то невероятно интересные результаты мистические, но бывает нет системы, бывает еще что-то, где-то какие-то искажения накладываются. В терапии очень классная система, которая именно вот все, что ненужное, счищает то, что ты хочешь убрать, то, что все не твое. И помогает тебе действительно себя услышать, научиться развить вот это чувствование. Да, на самом деле, знаешь, так интересно, вот ты сейчас про это говоришь, у меня получается один из методов
ключевых, которые я использую, называется терапия души. Это метод Евгения Теребенина, и это такой микс, на самом деле, и коучинга, и гештальт-терапии, и расстановок, и транзактного анализа, очень-очень много всего, которые как раз дают быстрые такие изменения. Но вот почему название терапии души очень разное, да, там можно эту тему рассуждения, но для меня это тоже про то, что, знаешь, это не то, что с моей душой что-то не так, потому что кто-то думает, терапия души, у меня все окей с душой, что мне там делать, да, зачем мне терапевтировать? Для меня это про то, что наша душа терапевтирует нас. Я через эту терапию как раз-таки могу увидеть, какая я, да, про что я на самом деле, а что мне важно. И тогда получается, да, что это не то, что у меня с душой что-то не так или со мной что-то не так. Это нет, это со мной все так, и моя душа прекрасная. Но я через терапию как раз-таки мусор убираю лишний, чтобы вот в контакте с собой, как угодно, да, там просто с собой, с душой, с высшим я, там все про одно, про вот какой-то, кто я, какой я на самом деле, каким я хочу прожить эту жизнь, что в моих ценностях, что я хочу здесь делать в чистоте, да, не в шуме инфобизнеса, рынка, чужих каких-то убеждений, чужих установок. Я хочу свой собственный голос слышать. Уж чей это голос, там, сознание, души, чего угодно, да, этот голос, но я хочу слышать себя. И поэтому терапия для меня это тоже про душу, это тоже про контакт с собой, про чистоту контакта с собой, которую мы, как, не знаю, мы регулярно убираем в своей квартире. Если мы там не будем убирать, там будет дикий просто бардак. Но почему-то внутри себя мы не убираем так регулярно. И вот терапия, это ты вначале говорила, да, про что-то вот для тебя, про контакт такой, для меня это вот про вот эту заботу о себе, да, я чищу зубы, я хожу на спорт, я что-то делаю, я регулярно хожу в терапию, потому что я хочу быть в чистоте своего внутреннего мира, чтобы внутри меня было все мое. И Только это способ, мое, да, только мое. да, это способ любви, заботы о себе тоже. Это час, там, полтора для себя выделить. Это когда ты начинаешь видеть, на самом деле, кайф от этого результата. Это ты понимаешь, что это час для себя, что это время контакта с собой среди, вот, я не знаю, рилс, суеты, когда мы постоянно смотрим, потребляем чей-то чужой контент. Терапия – это время потреблять свой контент внутренний, когда я слышу себя, я просто это все оставляю за стенкой, я калибруюсь об себя постоянно, и вот потом я иду и создаю что-то свое. А без этого я копирую чужие стратегии, я иду не к своим целям, я не могу найти способы, которые работают со мной. Почему? Потому что у меня нет контакта с собой. И каким способом туда прийти, да, каждый выбирает собой любой, да, и практики могут туда приводить, и терапия. Но терапия, классно, что она все равно ориентирована еще и на понимание. Мы здесь не только про, да, там, душу и духовность, у нас есть мозг, который хочет все понять. Все, что я не понимаю, зачем мне это делать, я не понимаю, почему так устроено, и я буду саботировать этот процесс. Поэтому терапия, она как раз помогает вот эту часть из неосознанного, бессознательного вывести в осознанное и потом что-то сделать, потому что я понимаю, зачем мне это делать, я понимаю, что мне надо делать, я понимаю, что это мое. Поэтому мы не можем выкинуть мозг и вот эту часть, и это классно работает именно в комбо, да, когда ты через разные способы используешь все, что у тебя есть, и получаешь там, то, что ты хочешь. Да, согласна. 9-я причина лишнего веса уже, если я не сбилась со счета. Да, я вроде тоже пыталась считать, но, по-моему, вот 9 у меня тоже так идет. Вот знаешь, что, кстати, можно добавить в контексте прошлой темы? Это про такая лояльность роду, да, я это называю, или страх отделиться от семьи. На самом деле это тоже вот то, что на нас сильно влияет. Если у нас в семье все были с лишним весом, да, то как будто бы где-то подсознательно мы считаем, что если я сейчас буду стройная, подтянутая, ну вот займусь этим всем вопросом, я буду другой, я отделюсь от своей семьи, и я как будто бы не продолжаю вот эту линию. А поскольку мы все хотим так или иначе все равно быть причастными к своей семье, да, там, мы хотим быть похожими в чем-то, мы хотим нести, продолжать что-то дальше, то вот это не в области осознанности зачастую, как раз бессознательным. Я не худею, я не могу сбросить вес, потому что я боюсь потерять контакт со своей семьей и разорвать вот эту связь, которую почему-то, да, я решила держать через вес, не через как раз-таки какие-то проработку каких-то вопросов, чтобы я по-другому начала относиться к своим родителям, чтобы я начала по-другому смотреть на там прошлые какие-то отношения, которые были в моей семье. В это я не готова смотреть, это с этим работать не хочу, буду вес нести, как мои все до меня там предки. Но это происходит как раз-таки, потому что, как я сказала, да, мы боимся потерять этот контакт с семьей, не хотим, это для нас важно, но, выбираем не тот способ связи, который на самом деле мог бы у нас быть. И это мотивирует, соответственно, и заниматься отношениями своими, со своей семьей,
со своими родителями, да, там, с кем вы боль чувствуете, кто вам доставит боль, во что вы смотреть не хотите. Это мотивирует эту боль увидеть, прожить, поменять отношения это и жить легче, и вес будет тогда легче, да. Мы не можем изменить события, которые были там в детстве, да, вот сейчас, как я могу простить маму, или как я могу простить маму. Мы не можем изменить события, но мы можем выбрать, мы несем это всю жизнь, эту обиду, или я не хочу это нести дальше, и я это оставляю, да, я оставляю это в прошлом, я не несу свое прошлое в будущее и в настоящее постоянно. Но для этого в это нужно посмотреть, с этим нужно поработать, это нужно прожить, в этом нужно увидеть что-то, то, что ты не мог увидеть в детстве детским сознанием, ты можешь увидеть по-другому во взрослом. Вот что дает терапия, да, например, там, моя мама была плохой мамой, мне казалось, да, что она там мне не дает внимания. У меня сейчас 2 детей, я понимаю, как этого внимания бывает не хватает, потому что мы все, у нас много вопросов у взрослых. Как ребенок я не могла это понять, мне было больно. Как мама дважды, как взрослый, я вижу, сколько она теперь мне давала. Я думаю, Господи, как она с этим всем справлялась. Спасибо за то, что ты мне это давала. И вот в этом разница терапии, да, до терапии и после. Не поменялось, что мама мало детей давала внимания. Его было тогда мало. Но взрослая я может на свою маму посмотреть по-другому уже. И иметь с ней прекрасные отношения сейчас и дальше в своей жизни получить опыт быть дочкой взрослой, своей взрослой мамы, это тоже кайф. И это внимание, и эту любовь можно получить во взрослом возрасте, закрыть ту дыру, но не потерять все годы потом, проживая их просто в обиде и в какой-то злости, раздражении на то, что нам что-то не додали. Нам тогда не додали, а сейчас мы не берем. Из-за того, что мы к этому так Да, относимся. да. И вот тут тоже важный момент хочется, потому что очень много вижу, ну, искажений, скажем так, в этой теме, что это терапия, это не просто, вот как ты сейчас сказала, да, что это, ну, условно, ты простила свою маму, и ты по-другому на нее посмотрела. Но терапия это не про просто простить, что вот я пришел в терапию, мне сказали, ну-ка прости, и я такой, ну ладно, я простил. Я засунул все свои чувства куда-то подальше, и вот, ну все, теперь я простил маму, простил папу, всех проработал, да, за 2 сессии. То есть но сначала все равно же нужно прожить вот эти эмоции, то есть найти их, что я там на самом деле испытывал. То есть выйти из вот этой закапсулированной коробочки, что я ни на кого не обижаюсь, просто почему-то мы не общаемся 20 лет уже с мамой и с папой, или мы как бы общаемся, но все равно настолько разные, конечно же, и менталитет, и из-за разницы в возрасте, да, но это совсем другая конструкция сознания. И вот, ну, сложно, безусловно, сложно общаться. Иногда это общение все равно не такое близкое, оно более формальное, там, привет, как дела, как себя чувствуешь и так далее. То есть нет вот этой все равно истинной близости, да, между людьми. И увидеть это, и увидеть, почему это, и решить это не через задавливание, да, каких-то чувств, через вытеснение каких-то чувств, и просто, ой, вот я всех простил, моя мама самая лучшая. А внутри осталось все те же самые обиды там с годовалого, 3-годовалого, 5-летнего, 10-летнего возраста. То есть, а со всех сторон это раскрыть, то есть и чувства прожить, и то есть взглянуть по-новому за счет того, чтобы ты проделал работу, прожил чувства и освободился от старых непрожитых эмоций, а не просто из-за того, что ты накрыл крышкой и сказал, ну ладно, я всех простил, ни на кого не обижаюсь, накоплю побольше в себе еще вот этого лишнего веса, который скроет мои эти все обиды. Да, знаешь, тут интересный такой момент. Я как смотрю всегда вот на терапию и на вот эти моменты проработок, что вот мы можем в каждый момент времени находиться либо здесь и сейчас, либо мы находимся в памяти где-то, в нашей, в прошлом. Вот если я здесь и сейчас, например, сижу, моя мама там где-то в другом городе, она мне не делает больно сейчас, она вообще там занимается своими делами. Но если я в этот момент сижу и чувствую боль, и вспоминаю какую-то историю, как мне она там что-то там поломала, не разрешила, сделала, то, по сути, я нахожусь не здесь и сейчас в своей жизни, я нахожусь в своей памяти и проживаю ситуацию в своей голове, в своей памяти, которая случилась уже давно. И если я не нахожусь здесь и сейчас, а нахожусь в своей памяти, то я как бы в свою жизнь понесу копирование памяти. Я понесу копировать и перепроживать заново похожий опыт. Для чего? Для того, чтобы, ну, по сути, на самом деле, это прожить и исцелить. Да? Вот цель этих всех задачек таких, которые, это прожить непрожитое. Вот все, что мы закрыли, законтейнировали, прикрыли газеткой, думали, не будет пахнуть, оно пахнет. Цель — открыть газетку, увидеть, что пахнет, посмотреть, убрать, пережить, прожить, выкинуть и смотреть на мою маму сейчас и с меня сейчас, а не на мою маму сейчас во взрослом возрасте глазами 3-летки.
да, или смотреть вот также на партнера, на любые, да, здесь мы сейчас маму взяли, любого человека. И вот это очень классно помогает отследить на самом деле в конкретный момент, если вы сейчас что-то чувствуете неприятное, вам там больно, плохо, вы там обижаетесь, вы злитесь, вот можно прям себе задать вопрос, я сейчас где? Я сейчас здесь и сейчас? Это то, что вот прямо сейчас происходит со мной? Или я в своей памяти? Я достал эту боль из памяти, делаю себе больно, перепроживаю это, а потом в своей жизни сейчас действую из этой боли. Но тогда как я получу что-то новое в жизни, если я только копирую ту картинку, которая у меня есть как воспоминание в моей памяти, да? Вот терапия, она, по сути, помогает человеку убрать вот эти, ну, во всяком случае, те методы, через которые я работаю, не в слайде сидеть в памяти воспоминания, а завершить эту историю, прожить, что там, и быть здесь и сейчас максимально. Снова про контакт, да, там здесь и сейчас. И на самом деле, вот у нас много таких историй, в которые мы западаем, но когда мы много работаем с собой, их становится все меньше, мы все больше здесь и сейчас. Я все больше, вот я в своем возрасте, в своем теле, со своими интересами. Я могу по-другому построить отношения с людьми, мне не надо копировать ничего, мне не надо перепроживать этот опыт, потому что я могу выбрать другой. И тогда получается, да, нам в каждой вот таких ситуациях важно просто увидеть, вы где сейчас находитесь. Вы в памяти своей сидите и копируете. Или вы здесь и сейчас снимаете какие-то новые решения. Если вы в памяти, идите разбирайтесь с этим. Зачем вам там сидеть? Вот если вы здесь и сейчас, тогда идите делайте действия, которые под вас сейчас подходят. И вот оно все, да, как решается. Да, согласна, согласна. 10-я причина. Да. 10-я причина. Так, страх меняться, наверное. Лишний вес может быть такой, знаешь, стопором, да, блокировкой от перемен на самом деле. Что мы себя ассоциируем с каким-то образом. Вот я, например, там думаю про себя, я человек, который всю жизнь борется с лишним весом, да. А если я похудею, и эта проблема уйдет, то тогда кто я? Я себя как будто бы теряю. Я не знаю себя в этой идентичности, я не знаю, какая я, когда я не занимаюсь этой проблемой. Но мы все боимся перемен на самом деле. Это что-то непонятное, это что-то небезопасное, это нормально, что мы это саботируем. И вот как раз-таки вес один из этих способов. Я боюсь идти в новое. Причем новое в любых сферах может быть, да, но в том числе и в теле, потому что я не знаю себя новой на 10 килограмм меньше, я не знаю, что я чувствую, я не знаю, что я выбираю, я не знаю, живу я с этим мужчиной или не живу, я не знаю, работаю я на этой работе или не работаю, я не знаю, мне подходит мой образ жизни, или я увижу, пелена какая-то упадет, я увижу, что я тут терплю, довольствуюсь, и хочу чего-то другого. Это все страшно и непонятно. Я не знаю себя в этой точке, поэтому я выбираю оставаться в текущей точке, не менять свой вес, чтобы не запустить катализатор изменений во всем остальном в моей жизни. И тогда, да, вот первопричина этого, это что страх перемен, страх быть в новом теле, страх потерять свою идентичность настоящую сейчас, да, я боюсь потерять что-то, что есть сейчас, но что для меня важно. И вес это прекрасно тогда маскирует, и нет новой какой-то другой проблемы, решаем всю ту же знакомую, хорошо уже объезженную со всех сторон, но такую понятную, безопасную. И Вот это, это то, знаете, что... тоже я как отслеживала, если до этого мы говорили про вторичную выгоду, условно, если не будет лишнего веса, то что плохое случится, ну, грубо говоря, да, то здесь как будто работает такая же история, что, а если не будет лишнего веса, что хорошее случится? Да, и там оказывается, что иногда мы чаще боимся, больше боимся хорошего исхода, нежели плохого. Потому что, опять же таки, если я там условно без лишнего веса, в идеальном теле, это же мне нужно и блог вести, и проявляться, и, не знаю, там бизнес свой открывать, ну, например, у кого что, да, одежду новую покупать. Вот, кстати, вот когда заработала с женщинами, это удивительно, такой, казалось бы, вот, ну, фиговый момент, абсолютно не ценный, мизерный, да, как новый гардероб, одежда, но у кого-то в подсознании действительно сидит это, а как же так, если я похудею, мне вся моя одежда будет мала, мне нужно будет всю одежду новую купить, это мне нужно будет новый денег потратить. Представляешь? То есть такая мелочь, казалось бы, такая мелочь, но оно тоже стопорит процесс. А у кого-то Да, там еще что-то, да, у кого-то не гардероб, у кого-то, может быть, какие-то грандиозные планы, на которые тоже есть саботаж, и делать пока не хочется, нет готовности. да, здесь, знаешь, мне сразу такая мысль пришла, что вот как раз-таки это мы себе наобещаем очень много, что мы будем делать, когда похудеем, а потом это же нас и тормозит, потому что делать мы это не супер хотим или боимся, или саботируем, а обещать обещали. И вот он классный выход, классное решение, мудрое, можно же не делать, если я не похудею.
Не надо тогда исполнять перед собой все эти обещания, это же не перед другими людьми, перед собой. Мы себе наобещаем, да, и я себя начинаю тормозить весом. И здесь тоже, ну, по сути, да, решение, надо пересмотреть свои обещания себе, если вы долгое время не можете сбросить вес, если вы знаете, что у вас к этому есть какие-то привязки, вот, пожалуйста, соцсети, ведение соцсетей, там, что-то еще, например, обновить гардероб, а денег вроде бы сейчас недостаточно на это, или не хотите, да, как ты сказала, жалко расставаться с вещами, или там, не знаю, я куда-то поеду, но, возможно, у вас поменялись эти ценности и приоритеты, и, может быть, вам просто это уже не нужно на самом деле, вы не хотите, то пересмотрите, вот такой сделать прям срез своих обещаний, связанных с весом, все, что вы хотели сделать и планируете сделать, и каждую проверьте на, ну, все еще соответствие вам. Вы реально этого хотите или от чего-то надо отказаться? Прям вот это уже не мое. Я еще не похудела, но я уже знаю, что я туда не пойду. А куда тогда пойду? То есть снять вот как будто бы повышенное, да, такое напряжение, ответственность вокруг этой темы перед будущим, в котором вы идете. И когда вот эти ненужные вопросы отвалятся, ненужная ответственность, ненужные решения, пересмотрится то, что вы себе пообещали, будет легче идти, будет легче пройти туда, потому что часто вот тормозит действительно вот все то, что мы либо не хотим делать, сопутствующее с весом, либо оно просто отжило свое и не реализовалось, и это надо, ну вот, увидеть, там, принять, отпустить и что-то новое себе построить. Вот, и это не будет вас тогда тормозить. Принять решение, я бы так сказала. Вообще, чем мне безумно, Господи, помогла терапия и продолжает помогать, это научиться принимать решения, потому что для меня это долгое время было очень такой тяжелой темой, мне было трудно. Мне было трудно просто сделать выбор, начиная от элементарных выборов, что я ем, вот у меня изобилие, да, там в меню ресторана, я хочу это, или я хочу в этот ресторан, или я хочу в этот ресторан. Вот любой выбор, тем более какие-то более серьезные жизненные выборы, отказаться от чего-то или начать это делать, продолжить это делать или перестать это делать. То есть множество вот таких вот решений мне давались очень сложно, и именно после терапии появился навык, это как раз-таки вот так вот просто щелкать, что я хочу вот так, значит, я могу принять такое решение. Если я не хочу, я могу принять такое решение. Даже если я сама себе что-то пообещала, я могу отказаться, я так хочу, это мое решение. То есть взять ответственность вот за просто элементарно свои слова, да, свои слова себе, свои слова другим, уметь выдержать вот это вот напряжение, да, даже не напряжение, ответственность, не знаю, как вот именно не напряжение, да, не испытывать напряжение, а просто взять ответственность, что да, я сейчас принимаю такое решение, я делаю такой выбор, и я с последствиями этого сама разберусь. И когда есть вот эта внутренняя устойчивость, что я могу и так решить, и сяк решить, и вообще и наперекосяк, то тоже отпадает вот эта вся история, что я должна за что-то держаться, я должна что-то исполнять, какие-то вот эти обещания там себе, другим людям, кому-то еще. Появляется снова вот эта легкость и циркуляция, что сейчас хочу так, не хочу, все, быстро всем все сказала, и все, и пошли все. Да. Знаешь, мне вот то, что ты говоришь, резонирует про терапию, наверное, вот моим личным вот было таким большим вопросом, который тоже мне в этом направлении помог, это как раз-таки даже не столько научиться принимать решения, сколько позволить себе менять решения в соответствии со своими внутренними переменами, не становиться заложником своих старых решений, потому что у нас сразу же в голове момент сидит, что, вы знаете, это такие люди, которые переобуваются, у нас всегда это называли раньше, о, да он там у него 7 пятниц на неделе, он переобувается, вот это все. И мы боимся на самом деле не столько бывает принять решение, да, а вот отказаться от принятого решения, как мы будем выглядеть в этот момент, как будто мы должны будем объясняться, почему я вот сейчас по-другому думаю, почему я сейчас по-другому хочу. И мы боимся оценки, боимся осуждения и выбираем идти исследовать тем решениям, которые уже не про нас. И вот меня супертерапия в этом плане научила, я такая ответственная вся по себе вот с детства, научила вот этому воздуху признавать, что я могу меняться, что я могу менять решения, и что решение, которое я приняла 3 года назад, может быть, сегодня не про меня, потому что я, 3 года, правда, менялась, работала над собой, много всего делала, и я уже мыслю по-другому. Я выросла, у меня другое мышление, у меня другие ценности, мир поменялся. И когда мы не можем с этим расстаться, с этими решениями, это тоже тот лишний вес, который мы копим. Мы не можем, ну, по сути, часть себя отдать, свое решение, свою какую-то ценность, свои убеждения. И на самом деле, когда ты даешь себе возможность быть гибким, меняться, постоянно калиброваться, это все,
что я хочу или не хочу, пора поменять, не пора, продолжаем, не продолжаем. Вот она, вот эта легкость, энергия, да, и воздух, и движение вперед, не застревая на месте, на текущем, не становясь каким-то, не становясь тяжелым. Вот, и вот для меня это был такой интересный челлендж, научиться говорить, что я передумала, что я хочу теперь по-другому, что я теперь другие ценности, что мне это больше не надо, что я теперь хочу других вещей, и это снова я не обманывала себя тогда. Тогда это была я такая. Сегодня я снова не хочу себя обманывать, сегодня я другая, для меня теперь другие вещи важны. И вот эта честность с собой, да, и здесь даже какая-то, знаешь, бережность к себе и снисходительность, такое слово, когда я понимаю, что да, я человек, который меняется, я смотрю на себя не с осуждением, а с принятием и вот таким вот, да, с поддержкой, со снисхождением, что да, ну вот теперь по-другому, едем дальше, давай перестраивать все, давай по-другому будем делать. Вот, и это и про вес на самом деле, да, будет легче менять в легком весе будет, если для вас это ценность, да, вот. И знаешь, вот здесь, кстати, можно бы добавить следующий тогда пункт, он немножечко пересекается, что одна из причин лишнего веса – это когда сейчас жизнь не по своим ценностям у человека идет. Знаешь, это про то, что тебе все сигнализирует на самом деле, что ты сейчас не там, не с теми, не то делаешь, вот все не так, да, но ты не меняешь это, ты все никак не можешь это принять, не можешь с этим согласиться и пойти перестраивать все по-другому, и тогда тело единственное, что тебе каждый день в зеркале прям показывает, смотри, ты не в своем теле, ты не в своем весе, это не ты, да, это дословно, это не ты, это не твоя жизнь сейчас. Но мы в других сферах на это закрываем глаза, а вот в зеркале, например, мы это видим и не закрываем. И это наш способ, по сути, перестроить свои ценности в соответствии с тем, какой ты сейчас. Да? Тело берет на себя функцию через лишний вес подсветить вам, что вы не на своем месте, не в своей жизни сейчас. Тут то же самое вот про предназначение. Мы уже касались, да, этой темы, когда человек не идет по своему пути, да, и тело ему сигнализирует, что нет, нет, не сюда, не сюда, не сюда. Ведь это же тоже комплекс. Все причины, вот, которые мы до этого уже сейчас 11, да, 10 штук до этого проговорили, это же как раз-таки про то, что я не на своем пути. Я не выражаю свои эмоции, я не говорю, что мне нравится, что мне не нравится, я не могу обозначить свои границы, то есть и вот это бла-бла, я подавляю свою сексуальность. Все, что мы перечислили, это же и есть про то, что я не на своем пути. Я постоянно вру себе, вру другим, пытаюсь какую-то картинку налепить, да, из себя сделать. Но это не я, это все не мое, это все не то, зачем я сюда пришел. Я сюда пришел быть настоящим. А я пытаюсь вот тут какую-то роль играть, какую-то маску нацепить, чтобы быть хорошим или не быть плохим, или еще что-то. То есть вот это все искаженное восприятие для других, игра какая-то. Да, знаешь, вот тело, оно не врет. Это самое такое честное отношение, отражение твоего отношения к себе. Очень много вещей можно делегировать, да, там, по работе, по соцсетям, почему угодно, но никто за тебя, твоим телом, твоим здоровьем не займется, никто это не сделает. И тело, на самом деле, очень хорошо, если именно посмотреть честными глазами на себя, вы увидите вот все, что оно вам показывает, это будет такой честный срез того, что происходит, да, там мало энергии, не знаю, отеки, да, какие-то тяжелые ноги, лишний вес, вот это все, это честное сейчас отношение вас к себе, то, как вы о себе заботитесь, то, куда вы смотрите или не смотрите. И оно показывает, вот это всегда про уважение, да, человек сейчас уважает свое тело, он готов это посмотреть или не уважает. И со стороны это тоже видно всегда людям, да, мы видим людей, которые там занимаются, тренируются, разбираются с этими вопросами, мы восхищаемся этим, не просто потому, что тело красиво, потому что мы знаем, что за этим телом стоит очень много работы, тело не натренируется, пока ты спишь. Это работа, да, физическое, внутреннее питание и все остальное. И мы поэтому уважаем, восхищаемся или видим в этом зачастую красоту, потому что мы понимаем, что этот человек делает себя сам. Он принимает каждый день решения смотреть в то, во что 90% людей не готовы будут смотреть. И в этом его красота, в этом его здоровость, да, в этом энергия, которую мы считываем, не только про формы, да, определенного размера, нет, это про вот это отношение к себе, это про то, что вы выбираете по отношению к своему телу каждый день. И если вы у себя на последнем месте каждый день, ваше тело вам это покажет. Если вы поставите работу на первое место, комфорт других людей, пожертвуете сном, питанием и всем остальным, тело вам это покажет. Но вопрос, готовы ли вы это увидеть, да, что мы сами с собой делаем.
Если готовы видеть, можем с этим разобраться, можем это починить. Но не потому, что что-то не так, а потому что тело вам просто покажет, куда фокус направить. Это как такой, как фонариком светит оно, да? Посмотри, ты здесь не туда, фокус внимания направляешь. Разберись, все будет классно. И тогда тело огромную функцию нам в этом, да, служит, даже через лишний вес. Вот. Да, то есть, как мы уже много Дальше. раз сказали, главное встать на путь, главное начать. То есть, да, это не про то, что вот ты начал, и завтра все поменялось. То есть, да, тело меняется не так быстро, как мы можем принять решение. То есть, ему нужно, это тоже про заботу, ему нужно дать время, ему нужно дать пройти этот путь, перестроиться, поменяться. Но это, опять же таки, про принятие решения. Если я принимаю решение приводить себя в порядок, приводить свое тело в порядок, заботиться о себе, я это делаю, и оно не может не иметь результата, если я это делаю. Просто нужно дать необходимое количество времени. Да. Да, вот здесь как раз я бы затронула следующую причину, потому что она связана очень хорошо с этим. Это как раз-таки, когда еда– это равно любовь к себе. И если мы хотим много любить себя и много о себе заботиться, мы выбираем это делать, например, через еду. Да, там наши мамы, бабушки все вот выражали не так сильно чувства, выражали их через еду, через любовь. Мы прочувствовали, что еда есть любовь, еда есть хорошие отношения, еда есть нежность, еда есть забота. И тогда, если мне сейчас, взрослый, не хватает заботы о себе, не любви к себе не хватает и не умею это делать, я это делаю через тот способ, который я видела, да, например, через еду. Вот это бывает, вызывает как раз-таки переедание, все, что потом влияет на лишний вес. Но ключевое здесь вот есть как раз-таки некорректная сцепка, да, что еда равно любовь, забота о себе равно любовь. Вместо того, чтобы поменять это на что-то новое, например, да, там, сбалансированная еда равно любовь, сон хороший равно любовь, регулярная терапия и проживание своих чувств равно любовь, говорить о своих чувствах своему партнеру равно любовь, отдыхать, когда я устала, равно любовь, не соглашаться на то, что мне не подходит, равно любовь, выбирать то, что мне подходит, равно забота о себе. И вот когда мы перестраиваем свои сценарии убеждения с первого варианта на второй, да, мы понимаем, что есть любовь к себе, забота о себе, выбор себя, всегда стоять в своей стороне, быть себе лучшим другом и партнером, и как это выглядит на уровне действий, отпадает необходимость в первом. И тогда мы можем, опять-таки, да, там, делать те действия, которые повлияют на вес, мы можем не срываться, мы можем в принципе, просто чувствовать насыщение, чувствовать, эмоциональный это голод или не эмоциональный. У нас появляется тогда чувствительность в теле. Но зачастую вот одна прямо из частых причин, которые мы разбираем там, в терапии по клиентам, я вижу, это вот эта какая-то связка, когда еда – это любовь. Если мы не говорим про то, да, сейчас вот те сценарии, когда я все делаю, я нормально питаюсь, на что-то тормозит, это там только часть психологическая. Мы говорим, когда есть связка психика и, например, питание все-таки. Да? И вот это про любовь, про то, что вы что-то положили в концепцию еды, в эту гуру, да, там, если бы эта расстановка была, любовь, там, какое-то хорошее отношение, заботу, не умеете это выражать по-другому к себе и к другим людям, поэтому делаете это так, как делаете, и получаете, как следствие, лишний вес. И тогда лишний вес учит научиться заботиться о себе по-другому. И вес сбросить получится через заботу и любовь к себе, а не через насилие, самобичевание и ну, вот какую-то жесткость. То есть если это задачка научиться любить себя, проявлять любовь к себе, заботиться о себе, то через быстрые диеты за 3 дня я похудею на 20 килограмм, вы туда не пройдете. Вы туда пройдете только через вот такое адекватное питание нормальное, да, там сбалансированное, через налаживание сна, через психологическое здоровье, и тогда это сработает на долгосрок, без откатов. Вот. Но это прям частая такая связка, вот вообще проследите как вариант, что можно сделать, вот прям сядьте и себе там напишите, вот если вы думаете про еду, что это для вас сразу? Первые мысли, которые у вас приходят, картинки, может быть, воспоминания, не знаю, сразу там бабушка с пирожками вошла, и вы у нее на кухне, вам тепло, уютно, безопасно, классно. Вот это все туда, это все к лишнему весу, который даже ну, не обязательно прям огромный лишний вес, но все равно к какому-то да, перееданию, съесть больше, чем мне комфортно. Вот это все туда, про то, что я хочу себя напитать большим количеством любви. Причем вообще, если касаться еды, я вот здесь всегда вижу две крайности. То есть, с одной стороны, это любовь через поощрение себя условно чем-то вкусненьким, сладеньким, да, там, жирненьким и так далее. А с другой стороны, это наоборот демонизация
и вот это вот настолько погружение, что все, не дай Боже, я ничего не съем, и вот все, я вот держу эту диету, и, возможно, даже, да, если я худею, но потом я, естественно, срываюсь, вот эти все тут качели туда-сюда, то есть ни в одну из сторон это не окей, когда еда это какое-то поощрение, или еда это какое-то вот что-то опасное, что, не дай Боже, там одна лишняя калория, или один лишний там этот грамм сахара, углевод этот ужасный, несчастный. Ну, то есть еда это просто еда. То есть и Да. все. И когда мы умеем себя действительно наполнять другими способами, да, и вот эту любовь себе, заботу, поддержку, и все, что мы из еды, если получаем, получать другими методами, то еда просто становится едой. Мы действительно выбираем, да, просто качественную еду, просто разнообразную еду, просто ту, которая не наполнена пищевым мусором, а наполнена чем-то полезным. Но если нам даже когда-то так пришлось съесть что-то вредное или неполезное, не происходят трагедии, не происходит, опять же таки, вот эти вот самообесценивание, самобичевание, обвинение, чувство вины, стыда и срывание на близких, ах, вы такие все негодяи, что вы мне подсунули, или там что-нибудь еще, да, смотря что произошло. Ну, то есть это просто еда, и все. Да. У меня, знаешь, метафора сейчас такая пришла, мысль, что, ну, по сути, вот тело — это та тачка, на которой мы здесь ездим, да, и за ней нужно ухаживать. Вот еда — это как бензин. И на самом деле мы можем заливать хороший бензин, можем заливать не очень хороший, она и будет ехать, но мы понимаем, что качество езды, да, насколько это разной машине разное подходит, вот это все влияет точно так же с едой. И мы можем залить полный бак, да, там, можем залить немножко, нам может не хватать, мы можем вот этими какими-то процессами управлять, но это, по сути, да, еда — это то топливо, которое нам нужно, и за качество этого топлива мы отвечаем, за количество тоже мы отвечаем. Но это не что-то такое, вот цель жизни, я не знаю, то, вокруг чего все должно строиться, это просто то, что помогает нам делать все те дела, планы, все, что мы хотим делать в этой жизни, и да, без этого мы тоже никак. Но вот про адекватность, да, про адекватное, здоровое отношение к этому, без крайностей, с пониманием ценностей и с определенным качеством того, что мы для себя выбираем. С качеством, да, там, бензина. Угу. Так, давай 13-ю причину. Про еду обещали сегодня особо не говорить. Простите. 13-я причина. Сценарий выживания. Есть одна из таких причин, знаешь, заковыристая такая, когда надо копить вес, чтобы выжить. Вот это часто идет либо, ну, в принципе, из каких-то родовых, да, историй бывает, это прям голод, когда в семьях был, когда в концлагерях кто-то сидел. Вот это прям передается, что для того, чтобы выжить на уровне тела, это прям, да, передается нам, надо есть еду. И если сейчас у вас какие-то стрессовые факторы, тревога, вокруг что-то происходит, то вот этот сценарий, он активизируется, потому что вы думаете, что вы выживаете. У меня не хватает денег, я не знаю, что будет в будущем, что-то сейчас все очень нестабильно вокруг моей, там, происходит в моем пространстве, значит, я выживаю. Если я выживаю, надо есть больше, или надо накапливать, даже не обязательно есть много, но надо пухнуть, надо накапливать вес, чтобы я мог долго выживать на случай, если вдруг еды не будет или у меня там что-то, да, я чего-то лишусь. И вот это такая программа выживаемости, она очень интересно устроена, когда я разбираю в сессиях, вот знаешь, как будто бы часть психики человека бывает, что это люди, у которых все уже хорошо в жизни сейчас. Вот если посмотреть на их жизнь, у них достаток, у них есть деньги, у них есть отношения, у них есть, я не знаю, жилье, все хорошо, но какая-то часть психики их не понимает, она не осознала, что они перестали выживать. Где случился вот этот переход от выживаемости к жизни, его не случилось на уровне, да, вот убеждений, головы, психики, видения. Они все еще выживают, хотя у них всего достаточно. И когда происходит вот это переключение именно на уровне внутри, да, сознания, головы, что да, на самом деле я-то уже живу, я действительно не выживаю, вот тогда отпадает необходимость накапливать вес. И очень многие люди, они вот застреют именно в этом паттерне. Вот ты приходишь на сессию, вроде бы, да, вот у тебя нормально всю жизнь, но почему я как будто бы все еще выживаю? Почему я как будто бы сейчас или страшно, что все кончится, или мне не хватит, или еще чего-то. И очень часто вот именно вес берет эту функцию, раз мы все еще выживаем, но с деньгами уже все окей, с отношениями окей, где мне тогда это отыгрывать? Я это делаю через вес, я начинаю это копить. Вот, и это вот часто происходит триггером страх за будущее какое-то, неопределенность. Мы все сейчас в этом живем, у нас очень там нестабильное окружение, все, что нас окружает, и поэтому вот именно паттерны выживаемости у многих людей, сценарии выживаемости, они активизируются.
Они и в весе, и в отношениях, в разных-разных вопросах, но разница в том, что мы с вами на самом деле уже в большинстве своем живем, но просто не осознаем, что это такой уже старый сценарий, который свое отыграл, мы выжили, да, вот мы сидим сейчас здесь, там, у нас есть одежда, у нас все хорошо, мы вот ведем с тобой прямые, мы выжили, но какая-то часть не осознает этого у многих людей, и вот в терапии это можно подрастить до осознания выживаемости, и тогда необходимость пройдет делать это через вес. Но вот это прям частая история, особенно в семьях, у кого, ну вот были, да, был опыт прям голода, как я сказала, концлагерей, вот у кого вшито просто вот в генетическом коде, да, вот эта вся выживаемость через еду, бабушки, да, там войну, вот эта вся история, я думаю, что многим это тоже отзовется, потому что это такая тема, ну, к сожалению, да, знакомая многим семьям. Да, и вообще хотелось бы затронуть тему стресса. Я бы, наверное, ее как 14-ю причину обозначила, что, как ты сказала, да, у нас, во-первых, я про себя скажу, вот, ну, я не знаю, многим, может быть, это будут такие громкие слова, но как по мне, вот, когда человек вне терапии, но я за себя скажу, я была запуганным просто котенком, который боялся всего. Независимо, там, стабильная у нас ситуация в стране, в мире, нестабильная, неважно, что происходило, всегда казалось, что все страшно, все ужасно, что будущее непонятно, что с деньгами непонятно. Причем ты правильно заметила, абсолютно неважно количество денег. Это могут быть миллионы, а состояние внутри все равно остается такое же, что страшно, непонятно, что делать и так далее. И только за счет терапии ты можешь вырасти, подрастить свои внутренние другие части, как раз-таки, чтобы ты просто стал относиться ко всему спокойно. То есть вот просто спокойно. Я вот сейчас это говорю, я понимаю, что многие люди, кто, возможно, никогда не был вообще в терапии, для них это как-то все странно кажется, и какой-то, ну, непонятный бред, вот как было раньше для меня. Я не понимала вообще, как это спокойно, то есть даже если мне казалось, что спокойно, когда я поняла на самом деле, что такое спокойно, я увидела, что я была просто в дичайшей тревоге, страхе и, ну, просто в каком-то сумасшествии. И вот когда мы находимся в таком состоянии целыми днями по разным причинам, вот просто вот даже возьмите, посчитайте, у кого какой, по вашему мнению, стресс. Может быть, у кого-то что-то с финансами непонятно, да, хочется больше, или какие-то вопросы в бизнесе, да, какие-то новые проекты. Любой новый проект – это стресс. Даже если он делается на изобилии, с деньгами, с партнерами, инвестициями, чем угодно, это все равно стресс. Любой новый статус – это стресс. Новые отношения или, наоборот, расхождение, да, из отношений, ребенок, беременность, любое новое начинание, любой новый уровень, переезд туда же, да, как в новую квартиру, так и в новую страну. Любая новизна – это стресс, особенно когда мы с этим стрессом не умеем обращаться. То есть одно дело, когда мы уже прошли путь в терапии, и нам уже все понятно о себе, мы все знаем, как делать, а другой момент, когда у нас еще нет такого опыта, нет навыка справляться со стрессом, а новый стресс приваливает каждый день, каждый день. И если мы сюда еще добавляем неправильный сон какой-нибудь, когда мы ложимся там в час ночи, не знаю, и не высыпаемся, и встаем либо слишком поздно, либо слишком рано и не досыпаем, плюс там недостаточно каких-нибудь элементов, да, из еды получаем, дефициты в организме. Короче, вот это все просто на гормональном уровне, постоянный выброс кортизола, постоянный стресс. Из-за кортизола у нас не могут усваиваться другие полезные элементы, которые мы получаем из еды, или тем более БАДы, да, вот я вначале сказала, как же так, что мы там пьем БАДы, сейчас очень много ходит всяких мифов тоже по интернету, что вот БАДы не работают. Да БАДы работают. Если бы у нас тело работало правильно, что все всасывается, все усваивается, все выводится в нужных количествах, да, то есть, например, тоже, с чем я очень долго разбиралась, именно касаемо лишнего веса, это неправильный вывод эстрогенов из организма. То есть одна, там, если мы берем уже врачебные вот эти все истории, там эстрогенодоминантность есть такой диагноз, это когда слишком большое количество эстрогенов, казалось бы, это хороший гормон, женский гормон и так далее, но когда он неправильно выводится, из-за того, что у нас неправильно работает печень, неправильно работает кишечник и так далее, то есть куча факторов, да, я сейчас не буду грузить эту информацию, тем более я не врач, просто так базово, что из-за элементарно стресса, из-за того, что мы не умеем справляться с собственным стрессом, а он каждый день приваливает новый, у нас просто не успевают какие-то отходы, грубо говоря, из организма выводиться, и то, что должно всасываться, там, железо,
железо то же самое, которое необходимо для того, чтобы не было лишнего веса, оно не всасывается, потому что, ну, просто неправильно все работает. Не то, что прям все поломано, но некорректно, не совсем слаженно. И когда вот этот стресс перманентный, и каждый день что-то новое накладывается, вот оно, пожалуйста, день за днем, потихонечку, потихонечку, потихонечку мы начинаем копить этот лишний вес, который потом, ой, плюс 10, плюс 20 там и так далее. Знаешь, я сейчас тоже своей историей поделюсь, вот про спокойствие, про стресс, про то, что ты говорила. Ну, по сути, вот только 3 дня назад мы переезжали из Бали, где мы прожили там последний год, обратно в Москву. У меня 2 детей, 4 и вот 9 завтра дочке лет. Соответственно, это такая большая задача, на самом деле, перевести семью снова, да, там, в Москву, это огромное количество вопросов из разряда, там, до ребенок учится в международной школе на английском, здесь надо учиться на русском, вот эти вопросы, все, что касается жилья вообще, я не знаю, одежды на все сезоны, где мы живем, куда мы едем, ну, много-много всего. И когда вот люди смотрели на меня со стороны, я была спокойна, просто как удав. Крис, как ты это все менеджеришь, потому что на тебе столько вопросов, вот как ты это держишь в голове? И я в этой точке очень круто смогла видеть вот как раз-таки результаты вот всей той вообще работы с собой, которая была до, когда в момент стресса, когда в момент неопределенности ты остаешься тем человеком, который это все держит в фокусе, между всем переключается, не попадает ни в панику, ни в тревогу, ни в мы все ничего не успеем, и это очень сложно, а я та, кто управляет этим процессом. И это такое счастливое, спокойное чувство, когда ты понимаешь, что ты рулишь этим всем, ты это все держишь в голове, не как загнанная лошадь. Ты все успеваешь, ты можешь все это распределить, у тебя на все хватает энергии. Это огромное вообще счастье было для меня увидеть это, присвоить, испытать и увидеть, что все, что я делала до, даже если где-то я не видела в моменте результата, мне казалось, я не знаю, иду, работаю с каким-то вопросом, вообще не вижу, что поменялось в моей жизни в этот момент. Потом проходит год, и я такая, так вот оно, куда крепилось, зачем мне это нужно было как навык, да, почему это все было, сейчас мне это все пригодилось. Поэтому мне здесь, во-первых, хочется поддержать людей, тех, кто, да, вот делает какие-то такие с собой работы, действия, и не всегда в моменте видит результат, вам это обязательно пригодится в какой-то момент в будущем, когда вы окажетесь в той точке, где этот навык был необходим. И вот то внутреннее спокойствие, уверенность и состояние, когда вы будете знать, что вы управляете этим процессом, вы рулите, вы со всем этим справляетесь, это вот та опора, это тот контакт с собой, это та взрослость, про которую, да, здоровая взрослость, к которой мы идем, и которой хочется быть, и классно вообще разруливать любые вопросы. И все разрулилось, все сложилось, все, что надо было вообще, вот, все получилось, знаешь, где какие-то там вещи чудесным образом должны были организоваться, все организовалось, и я понимаю, что я сделала свою часть, в своем спокойствии, в этой уверенности, я делала действия, да. Мир сделал свою какую-то часть в ответ на мое состояние, в ответ на мои действия, в ответ на мои решения, и все сложилось так, как хочется. Поэтому 100% вот этот, ну да, если возвращаясь, это все еще заземляя на вес, я сейчас вернулась в своем лучшем весе просто за последние годы, и в этом так кайфово, так легко, у меня столько энергии. Я так благодарна, что я пошла разбираться сама с этой темой там, в начале года, потому что классно, когда ты в своем теле. И знаете, вот здесь тоже такой момент, никто не знает, в каком теле вам хорошо, только вы. Со стороны у вас может быть 100-500 советчиков, которые говорят, да тебе не надо худеть, или так, вот, тебе надо поправиться, да? Но я убеждена, что только сам человек знает, как ощущается хорошо, в каком теле. И это не только про эстетику, это про, не знаю, болят у вас колени или не болят. Вы с утра разбитым просыпаетесь или не разбитым. И очень часто это связано с весом, потому что вот я, по сути, да, там 11 килограмм сейчас сбросила, а вот представьте, это 2 пятилитровки. Вот возьмите 2 пятилитровки, походите с ними целый день, а потом их просто уберите. Все, то есть все вопросы отпадают. Где легче, да, в каком весе легче, проще делать дела, жить свою жизнь, не знаю, там, быть мамой и все остальное. Но, да, здесь всегда важно понимать, вот слушать себя. Если вам комфортно в вашем весе, это прекрасно, там, не надо менять его, да, будьте так, как вам нравится. Если вам некомфортно в любую сторону, да, хоть больше вы хотите, хоть меньше вы хотите, идите и делайте так, как вам нравится, потому что кто за вас будет кайфовать в этой жизни, в том теле, в котором вам хорошо. Хочется такой тоже наш месседж, наверное, оставить про контакт с собой и про легкость без лишних пятилитровок. Я искренне вот сейчас в этом процессе наслаждаюсь, я вижу, насколько это влияет на состояние, насколько мы все равно, женщины, по-разному, глядя на себя в отражение, либо я кайфую от себя, да, люблю себя в любом весе, но я могу прям кайфовать
а могу не кайфовать достаточно. И вот если вы Да. в терапии любовь к себе выстроили в любом весе, и потом сделаете такое, да, такое тело, от которого вы кайфуете, ну, это правда классное состояние, отношения другие, там, желание наряжаться, какой-то красоты, в этом много счастливого, вот, но да, это только Наряжаться, мечта. фотографироваться, не стесняться на видео, да, то есть не пытаться там замаскировать кучей косметики, чтобы вроде стало как-то получше, или какие-то там одежды специальные и так далее. То есть, ну, конечно, это очень влияет и на самооценку, и на самоощущение. Опять же таки, убирает огромное количество тревоги. Если ты проснулся, и у тебя уже все хорошо, ты уже себя классно чувствуешь, просто потому что ты в своем классном теле, в котором много энергии, в котором ты просто себе нравишься. И у тебя не так много, опять же таки, лишних мыслей, ой, а что надеть, а как то, все, пятое, десятое. Просто приятнее так Да, жить. да. Это вот про какую-то, знаешь, для меня здоровую точку, когда мы не говорим про то, что вот я в этом весе себя люблю, а в этом не люблю, или вот я так к себе хорошо отношусь, а в этом весе плохо себе отношусь. Это тоже про крайность, да, какую-то, когда моя любовь к себе зависит только от там, моего внешнего вида, да, это вот то, что там многие простраивают себе в терапии, по-другому хочется. Но в то же время будет нечестно, например, лично для меня сказать, что когда я отекшая, с какими-то складками лишними, вижу отражение в зеркале, на меня это не влияет, на меня это влияет. Я знаю, что это не я, что я могу быть в другом теле, если я буду о себе заботиться, и мне так классно. Это тоже про честность с собой, знаете, потому что очень часто, да вот, бодипозитив, надо быть всегда вообще про все, вот ты всегда в любом теле хороший, и не надо вот собой вот этими вопросами заниматься. Если вам надо, значит, вам надо, значит, для вас это важно. Но это просто должно быть здоровое, да, из любви к себе, заботой о себе в адекватности, там, без РПП, без каких-то вот этих всех историй, с пониманием, с точки, где вы хотите быть и где вы должны остановиться, да, тоже без ухода потом, вот я все еще недостаточно, куда я надо больше, 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 нет. Вот тогда вы будете в том теле, которым вы хотите, с энергией, со здоровым телом, не ценой там каких-то, да, там, внутренних своих процессов гормональных, в хорошем состоянии и будете нести людям, ну, из себя что-то ценное. Я, знаешь, вообще не сторонница позитива от слова совсем, в том плане, что там есть здоровое зерно, конечно же. Но по факту, особенно то, каких последователей это набирает, вот как ты говоришь про здоровье, когда ты начинаешь задавать вопросы человеку, да, кто вот там топит за бодипозитив, как у тебя с сексом, как ты вообще двигаешься, как у тебя, как ты себя чувствуешь, то есть можешь ли ты пробежаться, можешь ли ты пройтись какое-то определенное количество часов, чтобы у тебя нигде ничего не болело, там ни поясница, ни колени, ни еще что-то. Вообще, как с либидо дела в целом, как с желанием жить, сколько энергии хватает в день, ты можешь в день одно дело сделать, там один эфир записать, или ты можешь 4 эфира записать и еще съездить куда-то на съемки другие, там, и сделать кучу дел. То есть, ну вот когда до таких вопросов доходит речь, то там сразу, ой, и весь бодипозитив, ну, лично для меня сваливается полностью в никуда, потому что это просто пытание прикрыть, заставить через других людей, что вы меня таким принимаете, ах, вы такие паразиты меня не принимаете. То есть через приятие других людей пытаться принять себя. Но трудно принять себя, когда у тебя нет энергии, когда у тебя нет сил на элементарные действия, когда у тебя нет желания заниматься сексом там с любимым мужчиной или женщиной. Ну, это просто пытаться вот реально какой-то фантик на одно неприятно пахнущее Ну, завернуть. знаешь, у меня сейчас родилась еще одна причина, пока ты говорила. Это как Отлично, раз 15-е. да, про то, что лишний вес – это, по сути, способ получить безусловную любовь. Полюбите меня такой. Я хочу, чтобы меня любили, даже если я вот выгляжу ужасно и все остальное, потому что меня когда-то любили только за что-то. И я себя умею любить только за что-то. И я инстинктивно мечтаю, да, прожить безусловную любовь, чтобы меня любили просто чисто, независимо от того, какой я, как я выгляжу, какая я. Но тогда, чтобы я к этому пришла и поверила, мне нужно пройти этот опыт жизни. Вот я там набираю 30 килограмм, меня муж не уходит, например, да, там, и я получаю тот опыт, и я начинаю тогда верить, что, безусловно, любовь возможна, и что меня действительно любят. И тогда вот этот вес лишний, он, по сути, становится, да, таким инструментом получить безусловную любовь и принятие извне, и собственно тоже, ну, потому что мы сами себя, да, там в этот момент принимаем. Ну, вот такой искаженный способ получить любовь.
на самом деле. Но только не дать любовь самому себе, уже позаботиться, как то, что мы говорили раньше, да, а если я такая, ты все равно меня будешь любить, да, если я буду такой, ты все равно не откажешься от меня. А вот покажи мне, что это не стоп-факта. Давай проживем этот опыт вместе, я тогда поверю, что ты меня любишь, безусловно. И вот что мы делаем, мы готовы пройти этот этап, мы готовы набрать вес, мы готовы быть какими-то там, не знаю, некрасивыми, неэстетичными, пойти, по сути, в саморазрушение, в самоуничтожение, я готова дойти до дна, чтобы на этом дне прочувствовать, что меня любят и на дне, и слава богу, вот она любовь, да, вот такой опыт мы выбираем себе прожить через такой способ. И тогда получается, да, вот эта первопричина лишнего веса будет связана с тем, что я не верю, что меня можно любить просто так. Я не знаю, что такое, когда меня любят просто так. Я не знаю, как получить этот опыт. Я не понимаю, я не умею себя любить просто так. Поэтому я придумываю такую историю в своей жизни, чтобы, пройдя через нее, обрести ощущение этой любви. Но это снова вот тот вот сложный, да, путь, который нужно это Да, убрать. искажение, Да. искажение. Мне вот тоже, пока говорили, пришло в голову, вот почему-то, может, в поле читала, может, кто-то думает, сидит так. Очень много искажений у нас в теме возраста, в том числе. Когда девушки после, извините меня, 25 лет начинают вот эти шутки, что ой, жизнь после 25, и все, и начинается, то есть, да, ну, то есть, что я там то ли не высыпаюсь, то ли еще что ли, вот то же самое набираю вес, боже мой, ну какой же это бред, то есть как много, какое огромное количество людей в 40, в 50, кто-то и в 60, кто бегает, занимается спортом, у кого идеальное подтянутое тело, тоже там по двое, по трое детей, то есть люди в прекрасной форме ведут активный образ жизни, и все у них в порядке с их телами, волосами, кожей и всем остальным, что там у нас якобы должно рушиться после 25 и становиться только хуже. Огромное количество примеров, как люди живут полноценную жизнь, просто потому что они работают над этим. А вот эти вот Да. установки, что ой, после 30 целлюлит это нормально, после родов поправиться на 30 килограмм и не вернуться, это тоже нормально, и вот, ну и там, и куча вот этого, что тоже намешивается, тоже с коленями, с суставами, ой, это уже все, потому что после 30. Но это просто абсолютно искаженное восприятие, абсолютно ложная установка, которая, опять же таки, люди пытаются оправдать свое бездействие в каких-то моментах. Знаешь, я бы здесь даже, может быть, как отдельную причину выделила вот то, что ты говоришь, я тебя слушаю, понимаю, что это все объединяется определенным статусом, причем по возрасту, по социальному положению, к которому у человека привязан какой-то образ. Я сейчас приведу примеры. Например, да, что вот если я там, не знаю, мама, да, мамы, они там добротные, вот такие, да, это мама теплая, уютная, большая. Если я становлюсь мамой, и в голове моей сидит образ мамы, мама равно большая, теплая, уютная, с таким-то лишним весом, и других образов у меня там нет. В голове я только посмотрю в этот, то если я становлюсь мамой, я буду себя подтягивать к этому образу, да, я тоже буду такой. Если точно так же, например, там, более уже там, другого возраста, да, там клиенты, у меня есть клиенты, которые, например, бабушкой стали, да, стала там женщина бабушка, и вот в ее концепции мира в голове у нее бабушка, это вот эти вот, которые все разваливается, все болит, лишний вес, булочки постоянные, и она начала набирать вес, потому что в ее голове это так, я равно бабушка, а бабушка равно это, значит, я равно это. И получается, что у нас вот эти вот, да, такие простроенные схемы в голове, это то, ну, по сути, да, я всегда сравниваю нашу голову с ПО, с операционной системой, у нас все прописано, вот эти вот наши коды. Ага, ты стала бабушкой, бабушка равно это, становимся этим. Меняя эти коды, меняя то, что прописано, разрывая эти связи, что бабушка не только такая, она еще вот такая, вот такая, вот такая, я вообще вот такой хочу быть, мы простраиваем новое будущее, новые реакции. Но очень часто это связано со статусом, даже отчасти вот мы то, что говорили про должность, да, туда может пойти все, что связано с работой, все, что связано с детьми, бабушки, мамы, замужество тоже может быть туда же, да, и еще знаешь, что, не знаю, сюда же на прицепится или нет, но если, например, я по какой-то причине не могу работать, я как будто бы недееспособная, а недееспособная равно там инвалид, болеющая, большая, что-то такое, то голова тоже вот эту связку быстро простраивает. Если я сейчас не работаю, то мне надо быть большой, набирать лишний вес и пухнуть, потому что не работает тот, кто не может физически это делать. Вот он лишний вес, чтобы не было так стыдно и не было
вины, и я подходила под ту категорию людей, не работающих, которые есть в моей голове в картинке, да, в образе. Вот, соответственно, в терапии вот эти образы меняются, и появляется альтернатива. Я так в паре еще бросила там мысли, которые пришли Мгм. с точки зрения причин. Да, Что-то не знаю. да. Да, ну и вот важный момент тоже, да, о чем хотели с тобой сказать, что все вот эти причины, да, все равно у каждого первопричина этих причин, она будет своя, правильно же? Да, то есть, по сути, мы вот, смотрите, в этом эфире мы с тобой разбираем основные причины, да, вот этот пласт. Это то, ну, ключевое там или убеждение, или функция, которая выполняется лишним весом в там, организме человека. Но у каждого будет индивидуальная первопричина, как это сформировалось, то есть как это устроено конкретно у этого человека в сознании. Почему он конкретно считает, что вес, не знаю, внимание небезопасно? Почему он конкретно считает, что женщина не должна быть яркой? Как это образовалось убеждение? Вот я как терапевт, да, там я тоже работаю все равно через поле, да, через пространство, когда человек задает вопрос, у него открыта первопричина. И я как терапевт, я все время держу в голове, все время в пространстве задаю вопрос, как у него это устроено в сознании, как он это видит, как это устроено в голове, как конкретно он обрел это убеждение, как конкретно он увидел картинку так, что она сохранилась в таком образе в голове, и теперь он ее везде натягивает. И вот эти истории, они у каждого будут свои. То есть у нас с тобой, например, может быть у обеих причина, там, не знаю, защита, но моя защита, как она, первопричина выстроилась, что я туда вкладываю, и твое будет разное. И от того, что мы нашли только защиту, не значит, что мы решили этот вопрос. Надо найти глубже еще первопричину защиты, как это сформировалось. Потому что только когда мы меняем, да, на уровне первопричины, вот только тогда мы перезаписываем полностью весь этот сценарий. То есть здесь вот такой, знаешь, многоуровневая система, поэтому почему бывает, что одному человеку решил вопрос, да, решился у кого-то, вам это не подошло, потому что у вас связка другая, как это же даже причина образовалась у вас, и его схема не подходит. Это всегда про 1 на 1. Как конкретно в твоем сознании ты это видишь? То, как я вижу, у меня свои проекции, у меня свои картинки, у меня свой опыт жизненный. А вот то, как ты видишь, вот это интересно найти. И оно, да, это даст решение. Не то, как даже я похудела или я там разобралась со своей безопасностью. То, как мы тебе найдем твою небезопасность и ее разберем. Вот что работает, да. Поэтому, да, это вот устроено вот так, но даже уже видение причины вам дает возможность посмотреть в эту сторону. Это уже кусочек, да, решения. Это уже первый уровень. Посмотрите, попробуйте прочувствовать, что из того, что мы обсуждаем, ваше, да. Да, но и по факту вот то, что мы даже сказали, там, вот, он там многоуровневое, оно многоуровневое, но по факту все эти уровни, вот если мы в одну проблему заходим, да, в одну первопричину, мы за одну сессию имеем возможность излечить как минимум одну первопричину, вот эту вот самую индивидуальную. Не просто разобраться, вот у вас там защита или у вас там подавленная сексуальность или что-то еще, а именно найти, почему оно так, поработать с этим, поменять это, исцелить и простроить абсолютно новый сценарий, который развернется уже в жизни. Кстати, вот получается, вот смотри, да, тут тоже такой момент, чтобы не казалось людям, что надо, вот знаете, бесконечно эти проработки. Вот это действительно, когда ты работаешь на уровне первопричины, вот я почему люблю, да, не решать, не чинить симптомы. То есть лишний вес симптом, это симптом в другой сфере небезопасности, еще какой-то симптом будет. И носить эти вопросы отдельно, вот это там 100-500 проработок на 100-500 лет, да, а когда ты понимаешь, что вот есть первопричина, не знаю, там, связанная, например, да, с повышенным контролем, мы в нее заходим через вес, но если мы ее чиним, снизится напряжение и в работе с контролем, и в отношениях, и в этом, собственно, и ценность найти первопричину, потому что это ты как такая ювелирная работа, ты убираешь вот именно этот нужный момент, и вся сетка, она разваливается, куда это проросло. И другая стратегия – это как раз-таки не на уровне первопричины работать, а разбирать каждую вот эту отдельную ниточку, и этим можно заниматься вообще всю жизнь, это долго, но это просто, знаете, как путь разный, да, можно так, можно так. Мне нравится вот такой, когда один убрал, у тебя ниточка, паутинка распустилась, мне так интереснее, мне так подходит, мне нравится это давать людям. Кому-то, да, нравится разбирать отдельные истории, это тоже работает, просто разная там скорость, разный подход, и вот и все.
И поэтому тоже, за что я люблю терапию, что всегда, когда ты заходишь в терапию, ты заходишь с одним вопросом, но у тебя параллельно, даже если ты с этим не работаешь, всегда растут доходы, у тебя всегда улучшаются отношения с людьми, не только с партнерами, а в целом вообще с людьми коммуникация, бизнес-партнерство, друзья, какие-то новые знакомства, всегда это растет кратно. Да, это зависит, конечно же, от разных ситуаций, от разного положения человека, чем он сейчас занимается, в какой он точке А. Но вот этот прогресс, он всегда заметен, всегда по всем сферам, особенно если терапия регулярная. Это прям, я обожаю за это. Вроде работаешь с весом, да, а налаживается вообще все остальное. Да, ну вот это вот как раз про вот эти вот ниточки, про которые я так привожу, да, Да, образно, что да. вы одну уберете ключевую, и везде, где она влияла, оно так или иначе уже напряжение снимется, начнут процессы раскручиваться. Поэтому бывает, что ты вроде пришел за одним, а раз там сдвинулось что-то еще, хотя ты вроде с этим не работал. Почему-то, потому что какая-то связь была в конкретном там сценарии, вот в том, что вы тянули в одну, во вторую, в третью сферу. И тогда, да, это та история, что вы вроде и здесь сделали себе хорошо, и что-то еще у вас там от этого раскрутилось, поменялось в лучшую сторону. В этом, Да, да, прелесть. 100%. Так, Так, ну ну, что? мне кажется, я Мгм. вообще все рассказала, вот все, что мне приходило в голову, даже больше чуть-чуть про какие-то первопричины. Понятно, что на самом деле можно найти еще дополнительные из особенно индивидуальных историй, да, куда оно там проросло, но ключевые, мне кажется, мы разобрали все, вы точно сможете узнать свои какие-то паттерны, да, увидеть себя в каких-то историях. Пишите обязательно там в комментариях где-то, да, что вам отозвалось, что вам откликнулось из того, что мы разобрали. Вот, и пусть уже даже вот это знание, да, это уже будет тем шагом в сторону решения вопроса, который вы сделали, посмотрев этот эфир. Да, и как минимум, то есть если что-то отозвалось, вот я говорю, я не знаю, как вы, но я просто уже со своим опытом, да, и в терапии мне отзывается половина. Даже больше, может быть, чем половина, я понимаю, что вот с этим у меня была связана вот эта ситуация, а вот с этим вот это, вот с этим вот это. То есть это тоже такая честность с собой. Не про навешивание себя, ой, да у меня все, но здравое понимание, что, ой, а вот такая у меня могла быть реакция действительно вот в какой-то такой ситуации, а вот эта причина вот перекликается с моим вот здесь. И даже с этого эфира что-то взять и принести это потом в терапию к Кристине или к другому терапевту, да, и сказать, смотрите, я вот тут посмотрел, мне отозвалось. Я не знаю, что там у меня, я не помню, что там было у меня в детстве, но почему-то мне кажется, что вот эта причина моя. Давайте поисследуем. И это обязательно принесет свои плоды, обязательно раскрутится, обязательно найдете ту самую вот корень, да, с чего оно все понеслось. Да, и здесь на самом деле вот даже бывает тоже такое ощущение, что кажется, что вообще все причины про тебя, и ты идентифицировал все, и такой, господи, мне тут 20 сессий теперь на эту тему, только на тему веса работать, но я не знаю, там я не могу говорить про все методы, да, но я всегда тестирую, через какой вопрос и через какой сценарий сейчас вот туда проход. Это не значит, что нужно разбирать все будет. Есть что-то наиболее заряженное, что прямо сейчас стопорит и влияет на вес. И когда ты разбираешь вот этот элемент, да, остальные тоже где-то могут быть, но они могут сейчас не фонить и не влиять на самом деле. И для того, чтобы дело уже сдвинулось, будет достаточно разобрать вот что-то максимально заряженное и ключевое, потому что очень часто тоже это тормозит нас, нам кажется, что вот я увидел, что у меня все плохо, вообще я все вот это, что мы говорили, и ответственность не беру, и у меня границ нет, и все остальное, и мне теперь нужен какой-то билет просто на 3 года в терапию. Нет, есть какая-то цель, к которой вы хотите прийти, и есть что-то, да, вот из этого всего там, ну, ключевое сейчас, разобрав которое, вы уже в эту сторону продвинетесь. И это про как раз-таки поступательное движение, бережность к своему темпу, понимание, что есть время с этим разбираться. Не значит, что вы не будете счастливы, пока вы не разберете все эти вопросы. Нет. Вы будете счастливы и можете разбирать и в каком-то порядке. Вы можете делать это, когда у вас там, да, есть на это возможность. Но главное это делать, не закрывать на это глаза, видеть то, да, то, что есть внутри вас, и то, что на вас влияет, даже если вы пока это не убрали. Но если вы это уже видите, это уже тоже часть, да, осознанности и работы, которую вы можете отследить в каких-то ситуациях, поступить по-другому. Главное просто не прикрывать это газеткой. Вот это, наверное, такой ключевой мой посыл вообще как человека, как терапевта. Я супер про честность, про то, чтобы находить силы в это смотреть. Я верю, что достаточно сил, чтобы посмотреть, прожить, изменить, если вы в это пойдете. Да, хороший терапевт вам в этом поможет. Там, терапевт всегда вместе с клиентом своим эти чувства проживает, это наша часть, да, тоже помочь это увидеть, с этим разобраться, помочь
найти силу внутри себя, но я верю, что если вы это увидите, вы это пойдете, вы сможете с этим разобраться. И только через честность с собой, только через готовность в это смотреть, вот, и тогда в вашем внутреннем мире будет чисто, у вас вокруг будет то, что вы хотите, вас будет окружать все, как вам нравится, ваши сферы жизни будут такие, как вам нравится. Но да, поработать придется, потому что никто за вас счастливыми не сделает. Зато это, знаешь, вместо вот этой тяжести, да, ответственности, что вот, кроме меня никто не сделает, можно же взять легкость, что я могу взять и сделать. Если я хочу себе другое тело, я могу взять и сделать. Сделать шаг 1, шаг 2 и шаг 3. У меня получится. То есть это тоже две стороны медали и решает наши отношения. То есть мы концентрируемся на негативной, да, стороне, что вот, ну как же это кроме меня никто не сделает, ну ладно, никто так никто. А наоборот, я пойду и сделаю. Я могу, я Да, все понял, я понял, куда идти. да, здесь знаешь такой интересный момент, что мы всегда что-то берем себе, но вот либо мы берем ответственность за эту ситуацию, либо мы, например, берем вину и ходим и тоже себя мучим тем, что я не решаю, я там не такая, я не нравлюсь себе в зеркале. Мы что-то берем все равно, но нам почему-то кажется, что взять ответственность тяжелее, да? Но на самом деле нет. Если мы смотрим на ответственность как на управляемость, ответственность это как пульт в ваших руках. Если он ваш, он от вашего самолета, и вы знаете, что нажать и куда там, что сделать, все, вы летите. Если это не ваш пульт, если он не от вашего самолета, если там 50 других каких-то пультов, вы эти все несете на себе, конечно, ответственность это тяжело. Когда это про адекватную, здоровую, нормальную ответственность, тогда это скорее про управляемость и про эту легкость. Слава богу, что я могу этим управлять. Вот она моя, да, какая-то стабильность, мое спокойствие. Если я управляю своим весом, да, если я управляю своим телом, ну, у меня все получится, я, значит, смогу с этим разобраться. Да, мне надо понять, как, но пульт-то у меня. И тогда ответственность это не про тяжелое, потому что нас, конечно, нас у многих вот это сразу прибивает, о боже, еще за это ответственность надо брать. Нет, здоровая ответственность это про управляемость. Это про пульт, который оказывается в наших руках. И если я знаю, что нажать, вообще ничего сложного нет с этим. Да, согласна, согласна. Ну что, дорогие, я искренне рекомендую обращаться особенно по этой теме, но если вас беспокоят какие-то другие, да, к Кристине, как к потрясающему специалисту, с которым, повторюсь, очень-очень быстрые результаты, да, вы можете написать Кристине лично, я оставлю контакты и поинтересоваться кейсами, как проходит работа, да, и все узнать лично у нее. Вот, рекомендую, благодарю, что были с нами. И пишите свои отзывы, пишите, что вам откликнулось, что хотите слышать в следующих эфирах. Вот, благодарю, до встречи. Спасибо тебе Спасибо большое, что большое. пришла. Спасибо большое за то, что позвала, спасибо за то, что мы так глубоко с тобой погрузились в эту тему. Я надеюсь, что это будет ценно. Да, если будет желание, то у меня, знаешь, ты говоришь про напишите, можете написать тот какой-то сценарий, который вам здесь резонировал, даже если вы не увидели вообще, с чем он связан, как он связан, может быть, с телом, с вашей историей. Может быть, вы его увидели не только про тело, да, там про отношения, про деньги. Вот я понял, что в бизнесе я там ответственности слишком много беру, не могу делегировать. Вот лучшее, что вы можете сделать для себя, да, это вот увидеть этот сценарий, и если у вас будет желание, можете мне прям написать, сказать, там, Кристина, я посмотрел эфир, увидел в себе вот это, и я вам что-то подсвечу на этот счет, да, уже даже в переписке вы что-то ценное на этот счет от меня услышите, может быть, с чем-то связано, а там посмотрим дальше. Да, прекрасно. Пользуйтесь, дорогие, такие вам подарки прилетели. Ну все, давайте завершать. Все, всем Да, спасибо пока-пока. большое. Так, завершить.